Так. Ну, вроде бы так. Инстаграм подключили. YouTube сейчас Ибраим подключит. Так. Да. Так. Итак, уважаемые мои друзья, подписчики, у нас сегодня суббота, время эфира. Будем общаться с вами и отвечать на ваши вопросы. Так что у нас было несколько эфиров. Мы ответим на эти вопросы. Так. Думаю, что YouTube сейчас подключится. Или уже подключился. Так. Так, друзья. У нас накопилось достаточно вопросов. Я надеюсь, по крайней мере, обещали сегодня зайти 2 человека к нам на прямой эфир. Обещать-то, конечно, не обещают, но будут ли они в эфире, я сказать вам однозначно не могу. По крайней мере, постараемся подождать их, если они, конечно же, появятся. Так. Так. Эфир.
Но надеюсь, это никак нам не помешает. И если у вас накопились вопросы какие-то, которые вы хотели бы задать или обсудить, в аудио формате вы можете зайти на наш телеграм-канал. В видео формате вы можете просто-напросто зайти в Инстаграм, отправить запрос и задать вопросы. И у меня один из наших норнийцев что-то, вот эта книга, попросил насчет. Так. Так. У нас были вопросы, очень много мне задавали вопросы, особенно после того момента, вы помните вопрос о том, Хьюго, не понял я, Рослам, место международных собраний, оборудованное каменными креслами, высокогорный район Чечни, близкий в Сурети. Рисунок Фомина. Вот каменный круг, где собирался Мехкел. Вот этот рисунок. На самом деле он, видите, последние дни мне присылают о Мехкеле там и так далее и тому подобное. Кому же оно принадлежит. И некоторые наши норнийцы пытаются писать, опять же, пытаются писать, что якобы, что Мехкел был только их национальным институтом. Опять же, мне задают вопросы, и начинаются разговоры о том, что вот зачем, тебя же это не касается, написал один из наших подписчиков, наших братьев, где написал, что вот я опровергаю, опять же, генерала истории, да, генерала обороны истории, Министерства обороны истории и так далее, как там она в кавычках себя пафосно называет, я не знаю. Но, опять же, я хочу, чтобы было понятно, институт Мехкела, который был только у нас, который только мы, у нас не было никогда ни князей, ни лордов и так далее и тому подобное, делая акцент, конечно же, на современное именно позывное во время боя. Злопыхательницы не было ни лордов, ни... Опять же, конечно же, можно было бы сказать и промолчать, там речь, если идет только о вас. Во-первых, институт Мехкела зародился именно на территории Чечни, и я сделал публикацию по этому вопросу. Вы можете пройтись по ссылке.
не плакать, не бежать, там, не пытаться притянуть, как это делает там, особенно некоторые с YouTube канала, которые там мне скидывали 2 раза ссылку, 2 раза, 3 раза скидывали, якобы там меня опровергает кого-то или что-то опровергает. Ну, спасибо еще раз скажем, ну, во-первых, никакого опровержения как такового нет. Вы можете посмотреть спокойно, найти любой из этих документов, и что я говорил, как я говорил, узнать. Тут никаких секретов нету. Якобы, что сказал об этом, что утверждаю я и показывают не за опровержение, это не я утверждал, что есть несколько типов башенных комплексов. И не надо мне показывать. Я констатировал и цитировал слова вашего представителя, генерала истории, как она сама себя называет, да, и так далее, и тому подобное. Кандидата исторических наук, доцента, ведущего сотрудника Российской Академии Наук и так далее, и так далее, и так далее, которые вы перечисляете. Это ее слова, когда итальянский диктор задал вопрос, сколько типов башен, она сказала, у нас 2 типа башен. Так что здесь, конечно же, очень много моментов. Мы обязательно со всеми из них ознакомимся. Почему? Потому что здесь этот момент, допустим, сейчас, чтобы было понятно, она называется и карта, и книга «В стране войнахов» называется, потому что это Чечено-Ингушетия на тот период, когда написана эта книга. И вот здесь так. Так назвал свою книгу археолог В.И. Марковин, в которой он рассказывает о своих путешествиях по горной Чечено-Ингушетии. Чеченцы и ингуши – родственные народности, 2 ветви одного племени. Их языки и культура весьма сходны, и все они называют себя в войнах, они не называют себя в войнах, но так их назвали в 1930 году, что значит наш народ. Грузины называли соседних им горных войнахов кистинцами. Вот, грузины называли всех их кистинцами, написано здесь. Дальше. Русские в 18 веке впервые столкнулись с аборигенами в лице жителей селений чечен и ангушт. Отсюда и нынешнее наименование этих народностей. По переписи 1970 года чеченцев было 61 тысяча, ингушей 158 тысяч. 158 тысяч. Чечено-Ингушетия расположена в северном и так далее. Только я не могу понять. Как такое количество могло быть в Ингушетии? Этого я, конечно, не понимаю. Ладно. Главного Кавказского на востоке граничит с Дагестаном, на западе Северной Осетии, на юге с Грузией, на севере с Россией. От Грузии Чечено-Ингушетия отделяет параллельно главному хребту Терек большой. Что еще здесь
Климат не важно. Дальше смотрим. Если смотреть на равнины юг со стороны, местность как бы каменных грядовых гор покрыты черных. В 18-19 веков там появились и свои летописцы, писавшие на арабском языке. Отделенная же от центров цивилизации, горная страна Вайнахов почти не имела сношений с соседями, которые бы описывали ее. Грамотные люди здесь появились только в прошлом веке, да и те были приезжими из Дагестана мулами. Древняя история в какой-то мере воссоздается методом археологии, но труднодоступных, необходимых ныне горных Чечено-Ингушетии археологические раскопки в широких масштабах затруднены. Так вот, здесь смотрим. Их материал показывает, что 3000 лет тому назад в районе внутреннего, западного, центрального и восточной Чечни населяли этническими родственными племенами однородной культуры. Они называются в археологии Кайкено-Харачоевской. В то время в Северной Осетии процветала знаменитая кабанская культура, периферия которой включала северо-западную территорию Чечено-Ингушетии. Затем в степях Северного Кавказа господствовала поочередно скифы, сарматы, аланы, хазары. То, что тогда происходило в горах, сказать трудно. В эпоху раннего Средневековья обширная территория предгорно-плоской зоны Северного Кавказа принадлежала аланам. Ну, то, что мы обычно говорим в прямом эфире, это есть. В Осетии тоже есть такие памятники, где собирались старейшины Ныхас, например, в селении Лац, прямой Феогдоном. Наверное, я только непосредственно здесь описывается о стране Вайнахов, поэтому мы можем только говорить здесь непосредственно только о Чечне и Ингушетии. Возможно, я не отрицаю, алейкум ассалам, возможно, и в Осетии есть, возможно, такие есть и в Адыгее, и Карачаевске, и в Балкарии, и в Карачаевске, и в Грузии, возможно, есть. Я не отрицаю этого нисколько. Я не говорю и никогда не утверждал, что только у нас был институт Мехкел, только мы такое делали, только у нас башни, только у нас пирамидальная структура крыш, пирамидальная структура крыш, только у нас. Вот башенные комплексы строили только мы. Вот таких вещей мы себе не позволяем и работаем по документам. Вот эти документы, которые более основном написаны еще в 20 веке, поэтому понемножку зачитываю. Здесь страна Вайнахов. Сейчас посмотрим, я вам скажу точно. Ну, здесь смотрите. Здесь селение горное, покинутое чеченское селение Салхан. Потом современное селение в горной Чечено-Ингушетии Альгетти. Потом здесь есть покинутое ингушское селение Таргин. Потом здесь есть развалины малых башен в горной Чечне. Селение Басхой. Жилую башню, ну здесь это чеченские башенные комплексы. Сейчас скажем еще. Пятиэтажные жилые башни в ингушском селении Хамхи. Комплекс, состоящий из жилых боевой башни. Селение Басхой. Так. Потом это башенный комплекс Лежги. Потом поселение замок Волнушки, Ингушетия. Поселение Дошлаковское. Так. Средневековые гробницы в горной Чечне, Ингушетии. Потом уже захоронение. Здесь потом Тхабе-Ерды. Ему уделяется внимание. И сейчас смотрим. Потом что дальше? Резьба. И вот начинается, сейчас я вам скажу, начинается 203 страницы, и
на 267 странице, здесь уже идет дальше потомки Алан. И здесь уже все про осетин на этой книге. Я думаю, у многих эта книга есть. Здесь мы по этой книге можем найти очень многое и очень важное. Дальше смотрим. Так. В телеге нету звука. В смысле нету звука? Телеграм, что, хэшватсо? Кто-нибудь ответьте, отправьте голосовое. Зайдите в Телеграме, нажмите выключить микрофон. У меня микрофон включен, вроде... Хэшуй? Кто-нибудь ответьте, отправьте голосовое. Все. Значит, секрет. Хайоны, значит, хэшотик. Это у тебя, видать, не слышно. А у нас вроде бы все работает. Смотрим дальше. Здесь четко указывает, что ингуши живут по реке Асе. Здесь дальше смотрим методами археологии. В какой-то мере в ближайших районах Чечни исследовано несколько могильников эпохи бронзы. Так, центрально здесь Алан и Хазары происходило в горах, сказать трудно. То есть это еще в 20 веке они вообще почти что пишут, что в Средневековье ничего им не известно, что было на самом деле в нашей горной части. Это 20 век. А мы уверенно говорим, что знают все еще там с 14-15 века. Ушарение войнахи выходит в 12 веке, когда они попадают в сферу влияния усилившейся Грузии. Вот здесь уже интересно. Аркадий Гольштейн пишет, что впервые упоминание войнахов начинается с 12 века. Мы знаем, что у нас есть датировка 7 век, мы знаем, что у нас есть датировка начала 14 века, но здесь Аркадий Гольштейн упоминает именно 12 век из-за усилившего влияния на Грузии. Дальше смотрим. В Горную Ингушетию прибывают грузинские миссионеры. Здесь строятся христианские храмы. В грузинских аналах появляется упоминание о дзурзуках и глигвах, чеченцах и ингушах. Дзурзуки это чеченцы, а глигвы это ингуши. В 13 веке аланы претерпели жестокий разгром со стороны татаро-монгол, и остатки их, укрывшиеся в горах, смешались с аборигенами. Затем в конце 14 века Золотая Орда, господствующая на Северном Кавказе, была разгромлена Тимуром. После вообще какая-то ерунда в этой истории, честно сказать, у него вообще-то это происходило все с точностью да наоборот. Во время разгрома Орды и происходило остальное уничтожение Аланского царства. Потому что Аланская сперва была разграблена Орда, уничтожена, а потом за ней уже уничтожено как союзное государство Аланское царство. А здесь Аркадий Гольштейн, ну да ладно, не будем критиковать, но, по крайней мере, вы знаете, да, жду, когда две стороны с круглым столом поставят точку над «и». Здесь вообще от нас ничего не зависит. Мы давно приглашали людей сесть, пообщаться, решить эти вопросы. Так что это не от Чеченской Республики зависит. Две стороны не нужно говорить, это одна сторона. Башлам, осетин, ДНК кавказская. Про Алан тоже уже говорят, что это горцы были. Как думаешь, осетины при каких событиях язык утратили? Ну, я знаю, что язык утратили при, допустим, те же карачаевцы, балкарцы при нашествии татаро-монгол. А при каком случае утеряли аланы, если утеряли его, осетины, точнее, язык, очень сложно сказать. Но часть осетин однозначно относится к кавказскому кластеру, то есть они не пришли. Говорить, какая из этих частей именно осетин они были,
как говорится, частью массива, культурного массива именно кавказских автохтонных народов, а какая пришла, я говорить это не буду, это и не политкорректно, пускай это решают непосредственно сами и ученые, потому что кто-то утверждает, что они более автохтонные, более, что здесь они находились всегда. Мы этого утверждать, не опровергать не собираемся. У нас нету такого. А то, что часть из осетин это 100% являются чисто кавказскими народами, автохтонными, об этом мы говорили очень часто. Есть об этом утверждение записи некоторых ученых, с которыми мы общались, ныне, к сожалению, уже покойными. Так, дальше смотрим. Здесь упоминаю, в 13 веке аланы потерпели, это я уже зачитывал, после Кавказа были разгромлены потомками монгол, жившими на Тереке, с дагестанцами, кумыками, населявшие соседние с лесной Чечней равнину и предгорье, с кабардинцами, занявшие в 15 веке почти всю северокавказскую степь и приобретившими тогда большую силу. Колонизация войнахами первоначально обитавшими в высокогорном районе верховья Аргуна и Ассы соседних земель, направленных к северо-востоку и западу, продолжалось на протяжении веков. Процесс переселения и усиления в начале прошлого века в связи с тем, что строительство русских укреплений обезопасило плоскостные районы от набегов и разбоя, и пошел быстрыми темпами в конце 19 века после замирания края. Ну, это тоже ерунда полнейшая, честно сказать. Как они говорят, что часть Аланского царства ушли в горы, смешались, перемешались, из них потом разрослось, и они начали спускаться. Это, конечно же, тоже недостоверная информация. Вот. Северно, как приблизились границы царской России, с этих времен начинается хорошо известный полный драматизма период истории его народов. Первоначальное отношение русских властей с чеченцами, ингушами были почти вполне мирными. Войнахи даже охотно приняли покровительство России. Тут речь идет о Ингушетии. Так это обеспечивало им защиту от враждебных соседей. Главное, создавало условия для торговли и других экономических сношений с внешним миром, в чем они очень нуждались. Но со временем русская администрация стала относиться к местному населению так же, как она привыкла относиться к населению в России, к чему свободолюбимые войнахи, никогда раньше не знавшие ни бюрократических административных порядков, ни сословных различий, ни вообще какой-то не было власти, не было в прошлом своей истории. В Дагестане и Осетии к тому времени уже появились местная знать. А в так называемых вольных обществах этих областей, имевших определенные контакты с внешним миром, тоже формировались какое-то управление, устанавливался некоторым правопорядок. Чеченцам же чужда была сама идея власти над ними, и особенности власти безапелляционной должно было быть, безапелляционной и бесконтрольной. Русская администрация вела себя по отношению к местному населению грубо и неуклюже, без понимания специфики его быта, обычаев, психологии. Да, за все это время, конечно, они ничего не описали и о сражениях с Петром I и всем остальным, ну да ладно.
1840 году среди чеченцев принесся слух, что они из вольных людей будут превращены в крепостных. Они восстали и присоединились к Шамилю. То есть до 1840 года якобы все было хорошо. Но я же говорю вам, здесь многие книги, они настолько, имеют под собой столько воды, что даже читать очень сложно, потому что это полнейшая ерунда. Почти 20 лет проживали тяжелой Шамилем, восстали присоединение к Шамилю. Почти 20 лет продолжалась тяжелая кровопролитная война русских войск с чеченцами. Здесь написано только с чеченцами, стоившая больших потерь для обеих сторон, пока горцы не вынуждены были покориться. И в то же время ожесточенная борьба с русскими войсками не вызывала в народе ненависти к русским людям. Географ Н.К. Зейдлиц писал в статье о своей поездке в Чечню, опубликованном в 1873 году, приезжая приезжего в аул русского, все почетные жители встречают пожатием руки, уезжавшего нередко провожали желая ему счастливой дороги и весьма рады, если ей руку в знак благодарности за радушный прием. За радушный прием, если поблагодарить, вообще хорошо бы. Во время русско-турецкой войны в 1877 году чеченцы, как и дагестанцы, снова восстали. Восстание было жестоко подавлено. В 1878 году вспыхнул мятеж среди ингушей, в 1878 году, о причине которого красноречиво сообщает свидетельство того времени. Жители нескольких ингушских селений было предложено переселиться на лучшие земли и образовать поселения, более удобные, чем горные, типа казачьих станиц. Среди горцев распространился слух, что их хотят превратить в казаков и обратить в христианство. А горянки должны будут на манер казачек ходить без шаровар, что по понятиям местных жителей считалось бесстыдством. Ингуши послали депутацию приставам с намерением выяснить, так ли это. Пристав арестовал депутатов и посадил их под стражу, что вызвало бунт. В конечном счете, в войнах, и как и все другие народы Кавказа, все же выиграли в результате присоединения к России. Во-первых, это принесло им мир. Понятное дело, здесь уже начинается вот эта байда. Принесли цивилизацию, язык принесли и так далее и тому подобное. Ладно, оставим вот эти сказки, небылицы, конечно же. Мир, процветание за то, что присоединились, Это, конечно же, немножко уже эту байду мы слышали. Так, в третьем тысячелетии до нашей эры почти все Закавказье, отдельные места Северного Кавказа были заселены племенами так называемой куро-аракской культуры, явно выходцами из Передней Азии. Они населяли долины в горах и обитали племена другой культуры. В начале второго тысячелетия до нашей эры, в эпоху трансконтинентальной миграции восточно-индоевропейских племен, которые достигли Алтая и Индии, они заполонили Кавказ, проникая сюда с севера и с юга. В связи с этим все обнаруженные археологами поселения племени куро-аракской культуры прекращают в то время свое существование. Именно этим событием объясняется тот факт, что в грузинском языке имеется ощутимый пласт древнеевропейского языка, а в первой половине первого тысячелетия до нашей эры Кавказ стали проникать новые племена с юга. Имеются неоспоримые данные о продвижении предков грузин из Малой Азии. Историк Меликашвили считает, что в южной миграции, честно сказать, южной миграции в периоды участвовали в племенах, вошедшие в число предков дагестанцев и вайнахов.
В связи с этим можно упомянуть о новейших данных антропологии, показывают, что Армения, современная, так и так далее и тому подобное. Короче, это, конечно, здесь миграция, народы Кавказа, Балканского относятся к Кавказо-Балканской подат. Это тоже ерунда. Смотрим, воин полезно, гуюти и шока. Вот, смотрите, здесь описано. Главная река Ингушетии Аса. В этом названии нетрудно видеть имя Алан. Русские летописи называют их яссами. В Чечне есть селение Дай. В древности жил народ с таким названием. Чеченцы и теперь называют аварцев Джай. В Чечне есть селение Дерга, что сопоставляем с этим. Короче, по названию полнейшая ерунда. Ошибки на ошибках. Короче, за слова цепляются. Типа слова это обозначает это селение. Это ерунда. В Чечне есть легенда о миграции, состоящей, возможно, в X-XII веке какой-то части из предков из Закавказья вдоль Чернопобережья. В книге Семенова переводится перевод введенной рукописи на арабском, в котором рассказывается о том переселении, детальное повествование с обозначением попутных географических названий заставляет верить в аутентичность этого предания. Между прочим, в этой легенде упоминается местность Халиб, теперь которого названия нет, но в древности у юго-восточного побережья Черного моря жил народ Халибы. Чеченские муллы не могли этого знать. Если бы они сочинили легенду о переселении, исходным пунктом миграции, согласно этому преданию, называется Нахчеван, то есть страна Нахчи, как называют себя чеченцы. На юге Закавказья есть город... Ну все, опять началось. Вот. Предания и предки этого племени пришли откуда-то из-за еще более далеких мест. Не оттуда ли азиатские названия нахчийских богов Малх, Эйл, Тушоли, Нана, Эштер? То есть он задается вопросом, сам Аркадий Гольштейн задается вопросом. Нахчи такой же смешанный по происхождению народ, как и другие народы. Так, здесь уже интересно. То есть уже в советское время начали писать, что смешанный народ. Как и другое. Чистой крови нет ни у кого. И тем лучше, слушайте дальше, и тем, как и другие народы, чистой крови нет и ни у кого, и тем лучше для человечества, потому что расовые смешания способствуют его физическому здоровью. Но каково бы ни было происхождение вайнахов, теперь и в обозримое время, в прошлом они выступают как определенная этническая общность с языком, который входит в кавказскую языковую семью, с культурой, которую сходна с культурой других соседних кавказских горских народностей: дагестанцев на востоке, осетин на западе, хевсуров, тушин на юге и так далее и тому подобное. Короче, здесь столько понамешали, столько ерунды, здесь конкретно ничего интересного, кроме небольших кусочков, я не вижу. Ну да ладно, мы будем... Мне проще отвечать на ваши вопросы, если вы хотите, а если нет, я могу здесь продолжить по Гольштейну. Ну что тут еще есть? В средние века нахчи испытывали влияние. Смотрите, здесь психологи вырабатывают отношение к населению как деятель без вызова. В средние века вайнахи испытывали влияние Грузии, страны древней и развитой культуры, но нельзя переоценивать это влияние. Во-первых, вряд ли оно было сильным в условиях отдельных
этого района от культурных центров Грузии. Во-вторых, ограничивается периодом 11 и 15 века. Оно впоследствии заглохло бы. Замкнутость жизни горцев, застойчивость их быта, оторванность от внешнего мира, без оживленных связей, с которыми некогда, как известно, не поднималась высокая культура ни одного малочисленного народа, тяжелое и так далее и тому подобное. Понятно, здесь ерунду. Опять же, ерунда ерундой. Дальше смотрим. Культура малочисленного народа тяжелая там, из других соседних регионов. Ни один чеченец не знает, сколько ему лет, что совершенно согласуется с представлением о времени у народа, не имеющей письменности. Короче, цанна ногчи чунагалы чунамаша цахарбах хаккад аязинчар. Короче, или просто-напросто они не давали никаких данных о себе тем людям, которые спрашивали. Ну, короче, здесь вот такие затрагиваются вопросы. Ну, давайте посмотрим, что же говорит Гольштейн. В 18 веке к новчинцам, жившим на плоскостных районах, стало проникать в 18 веке, представьте, проникать мусульманство, распространяемое дагестанскими кабардинскими мулами. Первоначально новообращенных было сравнительно немного, и относились они к новой для них вере довольно равнодушно. Но в 1785 году ислам перешел в наступление. Шейх Мансур в Чечне выступает с призывом к борьбе с неверными под знаменем ислама. Одной из задач, которую он ставил перед собой, было массовое обращение мусульманства в войнах-язычников. Это было осуществлено окончательно уже в середине 19 века. Последнее чеченское селение приняло ислам в 1862 году, то есть второй половине 19 века. Ислам стал идеологическим фактором сплочения горцев в их борьбе против наступившей на Кавказ колониальной державы царской России. В этом причина его быстрого успеха и успехов, которые считали себя христианами. Но дело еще в том, что горцы по своим традиционным обычаям и национальной психологии были склонны к принятию этой религии. Им были понятны и фанатическая непримиримость по отношению к иноверцам, и узаконенные неравноправие женщины в некоторые другие догмы ислама. Со своей стороны мусульманство определило не только политическую, но и культурную ориентацию населения, которое приобщило к миру ислама, стало считать себя частью Азии. Надеюсь, читатель не ситует. Короче, ладно. Вот такая вот байда, честно сказать. Хотелось бы, вроде бы, найти что-то такое важное, значимое. Но здесь ничего нету, кроме каких-то маленьких моментов, которые можно... Склепы. Здесь он берет работы Марковина, здесь он берет работы Берже, здесь он берет работы Семенова, Попова он берет и работы. Ничего от себя он не написал. Фактически все повторяется, как и у дореволюционных историков. Ничего нового, никаких, я не вижу здесь, честно сказать. Друзья, вот эта картинка, которую я обязательно опубликую, которая в виде кресел, каменных кресел находится, и было там, где заседал Мехкел Чеченский. Вот это есть. Здесь есть еще, здесь такое, старинные чеченские песни полны печали, говорят. Если б из сердца я горе мог выплеснуть в синее небо, то небо низвергла бы. Рухнула, землю покрыв необъятную.
так необъятно и горе мое. Если печаль я мог выплеснуть на землю, грудь бы земная великая треснула. Так безысходна печаль моя тяжкая. Зато искушение стихотворец ласкает слух. Короче, такая ерунда, конечно. Когда горная Чечня еще не была покорена, русский чиновник Зиссерман, тогда 22-летний энергичный молодой человек, посетил ее самый отдаленный участок общества Майста, проникнув туда со стороны Грузии. Привожу его рассказ об этом. Приходится пользоваться старыми свидетельствами, чтобы представить себе жизнь среди той архитектуры, которая теперь покинутая людьми мертва. В Муцо жили несколько семейств Кистин. Кстати, это Муцо селение, которое осталось за пределами Чечни. Руслан, Адам, Дени, Битсам, Цабелхон. Это сейчас ты кому говоришь? Скрывались переселенцы кровомстители. Один из переселенцев, Лабуро, вызвался по моему желанию сходить в Майста, узнать, что там делается. И если окажется удобным, переговорить с одним из тамошних вожаков о моем намерении посетить их. На третий день он возвратился с весьма благоприятными известиями. Самый удалой и почетный из майстинцев Джокола заверял, что я могу смело прийти к ним и положиться на его слово и священный закон гостеприимства. Недолго думая, я решился привести свою затею в исполнение. 18 июля 1848 года в сопровождении Лабуро, одного хивсура из Муцо и моего Давыда и рассыльного Даликашвили пустились пешком в путь, взяв с собой всяких запасов на несколько дней. Не доходя несколько верст до Майсты, мы были встречены Джоколой с двумя товарищами, поздравлявшими нас с благополучным приходом. Джокола — стройный горец, лет 30, с блестящими карими глазами, с темной русой бородой, ловкий, полный отваги, протянул мне руку, которую я принял, выразив благодарность за доброе расположение и готовность познакомить меня с его родиной. Часов около 12 мы, наконец, вошли в аул Пого, в дом Джокола. Я достаточно исходил Кавказские горы во всех возможных направлениях, но ничего угрюмее, мрачнее ущелья, в котором расположены 3 аула общества Майста, я не встречал бы. Бедность жителей самая крайняя, за совершенным отсутствием не только пахотной земли, но даже удобных пастбищ для всего ущельица. Почти ряд голых неприступных скал, лучи солнца проникают в него на несколько часов, а зимой, вероятно, весьма редко и не более как часа два достояние жителей оружия, так, часа на 2 бах. Все достояние жителей оружия. Да несколько коров и коз. Соседи они весьма беспокойные, и хищничество составляло их специальность. Таково это общество, подобное которому едва ли можно встретить еще где-нибудь. Несмотря, однако, на бедность, для угощения зарезали барана, который тут же стали варить. Дым, не находя выхода, клубами подчинялся к потолку, давно уже поэтому принявший лоснящий черный цвет. Вся деревушка состоит из двухэтажных башен. В верхней части коих помещаются люди, а в нижней коровы, несколько овец и запас кизика. Хозяин долго рассказывал мне о притязаниях мюридов укрепить между ними мусульманство, о том, как Майста еще недавно отстояла свою независимость, прогнав толпу
окруживших их деревню по приказанию Шамиля. Затем в своих набегах и мелкими партиями в верховьях Алазани, откуда он не раз приводил пленных кахетинцев и так далее. После ужина он развлекал меня игрой на балалайке, пел, плясал. Одним словом, старался выказать полнейшее радушие. Я предложил ему побрататься, на что он с радостью согласился. Я подарил ему 3 серебряных рубля и пистолет, а он мне отличный кинжал. Утром человек 15 собрались поздравить меня с приходом. Поблагодарив их, я обещал им дружбу и готовность быть при случае полезным, и просил их жить, как добрым соседям подобает. По моему предложению затеяли стрельбу мишень. На расстоянии 200 шагов была поставлена расколотая палка, и в ней пожертвованный мною серебряный рубль, служивший целью и призом. Много было отличных выстрелов, опрокидывавших даже палку, но рубль все еще оставался на своем месте. Наконец, один старик, стрелявший уже 2 раза с некоторыми досадой, передал ружье своему сыну, лет 10 или 11. Тот весьма проворно сам зарядил длинную винтовку, уселся на землю, уперся в колено, стал целиться и выбил монету из палки. Нужно было видеть торжество мальчика и радость отца. Впрочем, у горцев это не редкость. Я в Шатиле не раз видел, как мальчишки 9-10 лет по несколько человек упражнялись в стрельбе в цель с большим искусством, попадая в едва заметные точки. При проявлении неприятеля многие из мальчиков выбегали с винтовками на тревогу. Так, короче, и здесь еще можно долго-долго продолжать. Я просто не знаю, который предлагал уже непосредственно имам Шамиль. Вот. Ну, такие вот моменты. Описание непосредственно я говорю, сам Аркадий здесь мало какую работу проводит, чтобы прямо было что-то новое, интересное. Но материалы на тот период о горной части Чечни и пребывании в нем он рассказывает. Вот такие вот вещи. Ассаламу алейкум, башлам алейкум салам. И башлам санна докка салам машал дохук дейрсан Германияра айт каллашкара Аллах эту байлха балхат яхдейрес хил да доква ахвайл Германия болча ой веждишка салам машал. Так, все делаешь. Так. Сегодня появился первый. Поддержку задонатили. Наш, я так понял, биноевский брат Заур задонатил через YouTube. Заур дал духуахуэл. Огромная благодарность за поддержку. Так что сегодня ведет счетом 1-0. Ведет YouTube. И тут же приходит сообщение. Хухаляхон халму. Не. Особо делаешь.
Здесь я вижу сразу обратно с Инстаграм. Ялхой Вежешкара, Ялхоевские волки задонатили. Ялхой Вежри дал Сидуэл, дал Духдах дуэл, дал Мукшмяшил дуэл. Будиснек Эзершка Соудолетил. Задонатили наши братья Ялхой и Беной отличились поддержкой нашего канала. Так. Прокомментирую враг чеченского народа. Маршал Духвик Сандейларес Хол, так. Он пойдет Бог Беш Берга Нохчи, Ам, Алайк, Ам, Цхак, Ам, Дуоле, Аммасо. Киечвас, Шиц и Хундют Ак. Цхак Амду, Астан Шик Амду еще. Сегодня это два разных народа, уже 250 лет, как уже стали разными народами, живут по отдельности. Так, все дело шицаустла шока. Живут по отдельности, так сказать. И почему называются разными именами? Но дело в том, что не разными именами называются. Нохчикам названию, а тейпи название бихилят. Это сейчас они его в ранг народа перевели. А то, что когда-то были одним народом, потом разделились, таких случаев очень много. Когда разошлись, по сути, один народ. Возьмем примеры из Европы, да. Немцев и австрийцев возьмем. Австрийцы это те же самые немцы. Но сегодня Австрия это Австрия, а Германия это Германия. Вот. Как восточные земли Германии и западные земли Германии отличаются друг от друга. Хотя это один и единый народ. В некотором случае некоторые государства объединяются. Насколько я знаю, после Второй мировой войны, кажется, им запрещено было, или Первой мировой войны было запрещено объединяться Австрии и Германии. Таких моментов, чтобы не было лишних, как говорится, проблем, объединение некоторых государств запрещалось. Но это уже другой вопрос, как говорится. Почему название? Название нашего народа пытались объединить и дали вот это название, которое называлось войнахами. Якобы дали такое название. Изначально они разделили один народ, назвали по двум селам, они же сами утверждают. Называют их, одно селение назвали от селения чеченцев, чеченцы, а второе селение назвали от селения ангушт. И ангуштовцами назвали их. Вот. Но вся проблема, и те, и другие являлись, Берже описывает и говорил, что они являются одним народом. Сободила Штахар. Так, в связи с чем произошло это разделение в конце 17 века? Некоторые пытаются сказать, что в связи с тем, что начали чеченцы в более раннем периоде приняли верование ислам, что ингуши связывают с тем, что они приняли поздно, и причем очень во второй половине 19 века всего лишь приняли, начали принимать. То есть некоторые это указывают причину, другие в связи с тем, что экономически более укрепился именно одно из обществ, такое как, допустим, Алай, укрепилось и начали считать себя отдельным народом. Другие считают, что благодаря царской администрации, которые, хотя вот с этим вопросом тоже, это, наверное, все-таки больше идет по отношению к самим ингушам. Почему? Потому что здесь речь идет о назрановцах, которые подписали договор
точнее, присягу подписали, вот этот момент, он немножко отличается от того, что было с большей частью, горной частью ингушами. Однозначно говорить, почему рассоединились, почему ушли, его нету. Есть узкое предание, рассказ о том, что якобы они разошлись в 17 веке, когда начали, там был Мехкел, задали вопрос 3 обществам, которые обсуждали и говорили, являются ли они одним народом вместе. То есть восточные и западные, вплоть до Эрлуай и Эккой, сразу сказали, что мы один народ. И души уже заявили на этот момент, сказали, что нет, мы хотим быть отдельно. Вот эти идеологические моменты, кто добровольно вошел, кто с войной вошел, они очень сильно разделяют между собой, так сказать, некогда единый народ. Вот. Попытались потом в 20 веке обратно объединить. Idea like this one. Так. И тем более потом уже кто какую позицию занял, потом распределение земельных угодий, кто какую позицию занял. Если ты занимаешь пророссийскую позицию, то ты получаешь земли. Это еще больше усугубило ситуацию. Мало того, что тут из-за верования были расхождения, потом уже начали уже непосредственно делиться из-за того, что те, кто были, так, что поделать? Так, что поделаешь? Так, те, кто были непосредственно лояльны к России, они получили земли остальных своих братьев, которые воевали против. Это, конечно же, сыграло тоже свою роль. Что поделаешь? Это тоже послужило таким негативным толчком, которое разделило между собой, так сказать, в 8 веке, но своему любимому памятнику Бузултанов аж 20 век хороводы вокруг. Не понял, я? В 17 веке Галгай это не народ, а чеченское общество. А я и не говорил об этом. В 17 веке это, конечно же, еще тейпы. Да и в 18 веке это тейп еще. Ближе к 20 веку уже начали его записывать как народ. А так, есть очень большое. Хватит называть их чеченским обществом, мы абсолютно
разные. Вот я забыл у вас спрашивать, кого называть, а кого не называть. Вы задали вопрос, я ответил вам на вопрос. Когда-то раньше было так, потом ситуация изменилась. Я слышу по вопросам, когда тебе исконно чеченский тейп начинает обсуждать с тобой и говорить: «Хернохче, буйхуш, хош арбой, буйхуш сюлю, буйхуш там, француз, бор, немч, буач, мухада». Абсолютно не имеющие никакую информацию, не имеющие понятия об этом, начинают говорить. Вот. А тот же Аркадий Гольштейн рассказывает о том, что переселились, как переселились, какие нации переселились из Средней Азии или из Ближнего Востока. Сюда легенды, мифы, предания. Потом некоторые пытаются здесь показать, что, оказывается, определенная гаплогруппа показывает чистоту. То есть, оказывается, если ты из этой гаплогруппы, то у тебя чистая кровь. А если ты не из этой гаплогруппы, то у тебя не чистая кровь. Это является настолько большим бредом и тупым, как говорится, тупым понятием для этих людей. Почему? Потому что я молчу вообще про Дагестан, это само собой. Но для любого народа, который состоит там из разных тейпов, а они состоят хоть в каком-то количестве, это показывает, наоборот, что этот народ в дальнейшем будет очень сильно размножаться, вот как бы это ни звучало некрасиво, был за 2 месяца было рождено то ли 6, то ли 8 тысяч детей. Это за 2 месяца. Если я не ошибаюсь, то ли 2 месяца, то ли 1 месяц. Это сейчас Грозный информ официально сообщали новостной портал. Называется «Башни в горах». Называется «Башни в горах». Там, конечно, о дагестанцах написано очень хорошо. Там прямо просто. Ну, ясное дело, конечно, есть за что, наверное. А нас так себе, как всегда, башлам. А современные идеологические национальные концепты подгоняют под историю. Мехкел не был Мехкел не было общенационального. Людям в прошлом не было свойственно осознавать свою идентичность на основании. Я предполагаю, вот, попытаюсь понять то, что ты написал. Было ли оно общенациональное? Конечно, оно было общенациональным. Оно не было местечковым, как ты пытаешься указать. Почему? Потому что четко указывается. Мехкел — это все-таки изначально это совет, туда, в этот институт входили сразу и судебная, и законодательная, и исполнительная. Все 3 власти структуры входили в один институт. Вот то, что некоторые пытаются сказать, что был некоторые институты мягкое креташо и так далее и тому подобное, вот тут у меня есть конкретные серьезные сомнения, и я подвергаю данные, так сказать, моменты истории к серьезнейшему сомнению, честно. Почему? Потому что нету ни документального основания тому, да, какие-то другое название, что общие сборы, место сбора, они могут называться, но именно как меххед, что его нету.
Мягкое уже есть, и оно и в документах, и опять же, и английских, и сегодня буквально я опубликовал документ, посмотрите, исторический документ, со ссылками опубликовал, где это указывается, что он был Мехкел и так далее и тому подобное. Я уже не говорю о том, что есть ссылки на какие-то чеченские источники. Я говорю абсолютно не о чеченских. Почему? Потому что я попытался указать непосредственно вам, указывать и показывать вам те источники, на которых есть иностранные или русские хотя бы источники, не касающиеся чеченцев. Почему? Потому что когда мы начинаем ссылаться только на чеченские источники, начинают вот это плакать, говорить, гуня, ишь, али. Вот эти вещи мне, конечно же, немножко не нравятся, что обвиняю всех наших ученых. Но поскольку есть такая практика, если ты элементарно можешь предоставить другие источники, те же самые иностранные или российские источники, а почему бы нету? Никаких проблем с этим нету. Пожалуйста, берите, указывайте хоть один, или два, или три источника, абсолютно разных, русских, английских, немецких, французских. Тут разницы никаких нету, место для раздора есть. Благо и до сих пор люди над этим стараются, работают, ищут, пишут, публикуют в научных статьях, поэтому мы можем опубликовать, и нет проблем с этим. Вот. Сам институт Мехкела, опять же, мы можем о нем много говорить, указывать, но, опять же, Мехкел и Алхари, это можно было бы сказать, что это чисто решить дальше вопрос. Но это очень сомнительно в плане каком, потому что даже тейпы, которые имеют внутри одного тейпа, смысла нету. Там есть старейшина, стейпан халавел окстагу, стейпна цюнцу ладу шхильча, собирать целую коллегию старейшин, чтобы решить вопросов. И такие тейпы, как, допустим, как сегодня мы говорим, да, бенуай, цуантруай, гендергнуай, там, дишни, ченти, чинхуай, дакка тейп не шлются, я пешхуай, хавецуай, я аларуай, хавецуай, те, которые 100 тысячники, 70 тысяч, 80 тысяч, в то время не было таких больших количеств тейпов. И не было никаких 300 тейпов, как некоторые сегодня. Любые гары и начали называть тейпами. Главное, записал, да и все, вот, опубликовал, мое дело, как говорится. Хотя некоторые ученые указывают, что еще в 19 веке закончилось формирование чеченских тейпов. То есть не могут формироваться новые тейпы. Все горы, каждая речка, каждое ущелье, все, оно уже давно распределено. И если там появился от этого Алкело, там, Лохар Кело, Келвай, все они как бы не говорили, Шабеш Келвай луж больше. Как бы ты их ни назвал, верхний Келвай, нижний Келвай, средний Келвай или Келвай отдельно, это все один тейп. Понимаете? Поэтому, по мне, когда вы записываете, пытаетесь ваш гар или вашу некой, пытаетесь создать из него новый тейп, это только идет в ущерб данного тейпа. Альхамдулилlah, хочу сообщить вам хорошую новость. Цуантруай, наконец-то все объединились, теперь нету. Насколько я знаю, информация есть у меня. Тезин, Калгуай, Цуантруай, все они как были ранее, теперь это один единый тейп. Цуантруай тейп, Тезин, Калгуай, Юк Иргар тейп, Юк Иргар Санна, Цани Буиша. Из Цуантруайбу, Цундера, вот хорошая новость для внутреннего потребления, чтобы было понятно. Но точно так же, чем больше будут объединяться один и тот же тейп, это более правильно. Почему вам поясню? Еще в средние века, когда были очень частые войны, происходил отток мужского населения, чтобы укрепить свой тейп, чтобы не было набегов на земли, притязания друг к другу, да, пытались укрепить свои тейпы, потихоньку маленькие тейпы вливались в большие тейпы, из-за этого у нас сегодня некоторые большие тейпы имеют по несколько гаплогрупп.
чтобы было понятно, не из-за того, что там пришли, там, Вася Пупкин пришел, там, Дарий Третий пришел, или Македонский пришел, из-за этого там разная ГП-группа, нет. Это вообще малая часть, вы видите, еще в 20 веке говорится о полной отчуждении, замкнутости горной части нашего народа. Но несмотря на это, они говорят, нету чистой крови. Это Гольштейн пишет в 20 веке. Как это могли зачитать некоторые норнийцы наши, да? Ладно, пускай даже не норнийцы, некоторые ингуши, которые якобы опровергают меня в своих роликах. Как вы могли зачитывать Аркадия Гольштейна, который говорит, нету чистых кровей среди них? Вообще нету никого. Это не способствует здоровому оздоровлению нации или народу. Он указывает в своей книге, почему вы это не засчитали. А здесь указывается не чеченцев, там указывается войнахов. Тут речь идет и о чеченцах, и о ингушах. Это 20 век. И даже не 21 век. Человек говорит, что нету чистых. То есть нету, чтобы не было там никого анваций, что нету среди нас этих, тех бог. Это неправда все. Это еще в то время было известно. Конечно же, с учетом того, что сегодня есть книги, такие книги, как Мальсагова, такие книги, как, допустим, тех же Мамакаева, того же Натаева, там, остальных наших, Вачагаева, который тоже сейчас занялся этнологией, чеченскими тейпами, собирательством. Просто взяли, записали все тейпы этого происхождения, того тейпа происхождения, с сбором занимается информацией. То же самое. Ты посмотришь, там есть обязательно несколько-то, буквально, может быть, 5, может, 10 тейпов, которые пришли здесь среди нас, попросили какого-то политического убежища и получили его. Вот как раз таки вот эти укрепления этих тейпов происходило за счет чего? За счет того, что маленькие тейпы переходили более родственным, близким своим тейпам, и они укреплялись, вот, становились больше. К чему я это говорю? К тому, что сегодня, чем больше вы делите один и тот же тейп, там, на различные, я примерно привел там, да, Келой взял, допустим, Уарсвай и Садвай возьмем. Есть некоторые люди, которые говорят Сад Уарсвай, есть Уарс Садвай, которые говорят, некоторые говорят, то отдельно Садвай дуо, то отдельно Уарсвай дуо. Если же они являются одним единым тейпом, Сад Уарсвай дала, Уарс Садвай дала, если это будет общее одно название, оно имеет более благоприятное. Почему? Потому что Уарсвай дикхаз ценохчи тейп, ду Садвай нохчи тейп, ду. Если у них один корень, и они на самом деле одно единое целое, более важно будет и правильно будет, если они будут одним единым целым. Но опять же, все это должно происходить в рамках непосредственно культурного диалога, то есть собрали все старейшины из тейпа Уарсвай, собрали все старейшины из тейпа Садвай, если они находят общие и предков там 200, 300, 400 лет, я не знаю, у них одни общие предки, если у них одна общая территория, локация, если они решают, они все это фиксируют, старейшины с этой стороны, старейшины с этой стороны, зафиксировали это бумажно, отнесли в Академию наук, и в дальнейшем они говорят, мы вас, представители вот этих тейпов, вам указываем и говорим, что мы все являемся одним тейпом. И Уарсвай и Саду. Я примерно привел, да, чтобы было понятно. Не пишите отдельно Уарсвай или не пишите отдельно Садвай. Название Харю. Да, яна, чтобы Академия наук в дальнейшем свои научные труды, основываясь на вашем документе, который будет находиться или в архивном управлении, они уже писали так. То же самое должно быть и с точки зрения тухумов. Те люди, которые говорят, мы не тухум, мы один тейп, там, допустим, Тирвай, да? Если они говорят, что мы все являемся терлоевцами, и что мы не тухум, а один тейп, тогда это должно быть общий съезд всех терлоевцев. И они, Никерой, Гимрой, Кидаберша, все
все терлоевцы принять решение, хинчулт авой шадек цатейпду, а ушвой гарниш бедат, свой тукундат, свой тейпду, холт авой кирта, там берете старейшины, пускай они распишутся, там 10, 20, 50 человек, я не знаю, кто составляет этот совет старейшин, имеется в виду тейпот ирвай. Пишите этот документ, одного человека уполномачиваете, он идет в Академию наук, отдел этнографии, или как он называется, я не знаю, предоставляете документ или председателю, президенту Академии, говорите, тхо, масалла, ирвайду, тхогулт яхат, хади хардар, Аман Сулейманов, ошибочно язин, хьечар Мамакаев, схарстег язина, тхот ирвайду, тхо шайдеш саду, тхо цан тейпанду, али, тхо да язди, аш язва, что тейп, что боштеш, уж тхагарш, ду, тхаюрчи, цершу, ала, бумага есть, пускай ложится в архивное управление, и следующий, тот, кто будет писать книгу, на основании документа, который предоставили сами же эти люди, будут указывать, что это не тукум, а это тейп. И здесь есть такие-то, такие-то гары, и уже научные работы будут ссылаться на них. Я вам говорю, как, не обязательно, я не говорю, что это должно быть именно так, но как это в реальности должно работать. Не так, я сел где-то, я молодой поц, мне 20-30 лет, я говорю, все, кто тукум даст, тейп, дусун, элхи, так не прокатит. Никто не будет менять книги, которые там тысячами написано экземпляров, и не будут менять и так далее, и так далее. Если у вас есть точно некий гарш, масалла, возьмем Аларвай, один из исконно чеченских, нашмоскоевских тейпов. Если там есть зафиксировано 6, там, допустим, примерно, да, 6 гаров, там 4 некие, все это они должны вот в год один раз, в 2 года один раз они собираются. Когда собираются, они приносят здесь решение. Здесь представители всех Аларвай. Мы вынесли решение. Гаргар швейништу, гарнет швейништу. После этого, где бы кто ни печатал, любой ученый должен сослаться непосредственно только на нас. Вот главный тептор всех Аларвай. То же самое главный тептор у всех Шонвай, Гуардлвай, Энгнвай. Но все это должно быть зафиксировано. Если вы в каких-то научных трудах, что вы хотите, чтобы это было верно, нужно обязательно отнести в Академию наук или научно-исследовательский институт, чтобы, или в архивное управление, чтобы этот документ за этими подписями все вы положили, четко и грамотно оформили, и оно лежало. Оно кушать не требует, но, по крайней мере, через 10, 20, 50 или 100 лет, когда еще ваш тейп разрастется, ваши потомки придут тухом халдьесу. А ахки это есть ахки непосредственно, которые относятся к ним. Между собой они тоже точно так же должны разобраться. Разобраться Богу. Они-то, возможно, разобрались. Но вот эти документальные вопросы, нужно решать их четко. Потому что завтра, чтобы не было этой проблемы. Уарстхоя мюшбу хунд олу икамду со соеву уарстхоя галайтайпан. Уарстхоя камдац, уарстхоя ногчик омана дагду. Я буду говорить за свой регион. Мы говорим от себя. И это должно быть четкое понимание. Уарсхой – это часть нашего ногча народа. Мы никогда в жизни не называли и не будем называть их отдельным. Почему? Потому что они не являются отдельными. Да, и сегодня мне скинули, чтобы было понятно некоторым нордийцам, которые якобы меня опровергая, закинули документы, закидывают Гюльденштеда, закидывают там других некоторых источников, где пишут, опять же, слушайте, они защищают позицию этого псевдонаучного человека, который указывал, что уарства якобы являются кочевыми племенами. Почувствуйте разницу. Немецкий ученый, исследователь, который записывает со слов своих сопровождающих, а кто был сопровождающий, вы можете посмотреть, указывает, разница какая, послушайте, указывают, что карабулаки вели образ жизни
кочевой образ жизни. То есть они с одного места, с гор спустились на равнину. И за счет этого они говорят, что это кочевой образ жизни. Кочевой образ жизни, но не кочевники. Разницу между кочевниками и кочевым образом жизни, вы понимаете, что это такое? Любой чеченец, который из Нашхи спустился в Мохни-Куашт, в Шилковский район, на исторические свои земли, вплоть до Каспийского моря, которые были, он не является кочевником. Но то, что он пасет скотину кочевым образом жизни, его не делает, опять же, кочевником. Если вы тупые бараны за то, что Уарстхуай были из-за того, что из-за войн, из-за насилия, им пришлось спуститься вдаль, и они поселились рядом с Малой Кабардой, в то время называемо, это не говорит. Опять же, эти ученые, вы защищаете и говорите, что опровергаете меня. Вы не меня опровергаете, вы защищаете ту самую тугодумку, которая называет часть нашего народа по крови, по духу, по языку, по культуре. Все одно и то же. Уарстхуай это есть мы. Мы и есть Уарстхуай. Уарстхуай, Мялхай, Эхка это одно единое целое. Понимаете? Но вы, вместо того, чтобы сказать, что это неуч хотела высказаться и сказать, что Карабулаки Уарстхуай, вот видишь, в качестве, это уже не оправдание. Это уже не оправдание. И вы вместо того, чтобы защищать эту каланчу, да, извините меня за выражение, кто бы это ни говорил, вы должны были четко сказать, послушайте, уважаемые друзья, кочевой образ жизни и кочевые племена – это абсолютно разные вещи. У Уарстхуа чистокровная чеченская, нахчийская ДНК. Все, от А до Я. И L3, и J1, и J2, эти все гаплогруппы чисто схожи с общими предками 600 лет тому назад, 400 лет, где-то раньше, где-то позже. А L3 вообще только у нас, по идее. Вы-то до этого вы отказывались, сами говорили, что L3 у вас не существует и что она вам не присуща. Но Нохчи никогда от этого не отказывались. И Нохчи говорили, что LL гаплогруппа у нас всегда была и есть. Потому что наша Той Л, наши Эхки Л в основе своей, наши ауховцы Л, у нас чермоевцы, харачоевцы, эльстанчоевцы, у нас на Л гаплогрупп очень много тейпов. И мы никогда от них не отказывались. И ни от J1 не отказывались, ни от J2 не отказывались, ни от Q, ни от G2 не отказывались. Вы понимаете? Вы сами утверждали и говорили буквально недавно, что у вас 87-90%, что вы чистокровный, у вас только J. Ладно, если мы с вами соглашаемся. Значит, L3 это наше. Но нет. Вы не хотите отдавать. Почему, я вам поясню. Потому что, если вы их отдаете, то земли нужно вплоть до галашек, которые принадлежали уарстхоевцам, а в некоторых случаях вплоть до пригородного района, это все уарстхоевские, раньше исторические земли, автоматически должны перейти к чеченцам. А вы этого позволить не можете. С одной стороны, вы и хотите отдать. Собордела. С одной стороны, с одной стороны, вы и хотите признать это, а с другой стороны, вы не хотите. С одной стороны, вы их называете кочевниками. Я вам говорю, не были они кочевниками. И никогда не были. А то, что они пасут скотину, допустим, кочевой образ жизни, да, они здесь пасли скот. Таким образом, зимой вниз спускали скотину, об этом пишут многие историки. Летом поднимали в горы, об этом описывается в многих местах. И это не говорит о том, что эти чеченцы кочевники. Нет. Кочевой образ жизни, он вообще другой. И это было на самом деле сейчас, несмотря на это тотальный провал и оскорбление Уарстхуай, когда я вам указал ваши ошибки, вместо того, чтобы сказать, да, Башлам, ты прав, она неправильно
высказалась, она хотела сказать, что это кочевой образ жизни, она без разницы. Вот. А вы мне говорите, вот Башлам, она правду говорит, вот Гольдштейн написал это, вот там Вася Пупкин написал, это Петросян написал, и вы говорите, что часть моего народа, нашего народа, Уарстхой, описали какие-то нехорошие люди, описали их, написали, что они кочевники. С каких это пор они кочевники? Если у них, у многих, больше, чем у вас башенных комплексов. Если у них точно такие же солнечные склепы, как у нас. Если их родовые башни находятся до сих пор и существуют. И никаких проблем с этим нету. С каких это пор? Так. Заур, видно меня в Инстаграм? Посмотри. Видно? Паша? Видно. Видно, да? Все тогда, если видно, хорошо. Вот. Поэтому мы пытаемся максимально показать вам и рассказать вам, объяснить. Опровергать меня не нужно. Вы должны были из источников указаны, что они ведут образ жизни, похожий на кочевой. Это бы все сняло бы все вопросы. Но опять же, это не снимает вопросы, когда вы начинаете говорить, что их насильно ассимилировали. Что подразумевает под собой слово насильно ассимилировали, насильно или добровольно ассимилировали, я думаю, вам пояснять этого не стоит. Еще раз, генетика, ладно, история может ошибаться, можно соврать, может география соврать, можно легенды соврать, это я все допускаю, но медицина не может соврать. И когда люди начинают говорить, допустим, о Галаям, вообще, Галай, честно скажу вам, Галай это ценных читай подуюсь. Я не знаю, почему с другой стороны там что-то начинают говорить, я Галай вообще не, я их как-то дистанционно называю, от Уарстхой даже. Галай я вообще никакого отношения к ним негативного нет. В них я на 99% уверен. Но даже если сегодня из-за каких-то политических моментов оказались в соседнем регионе, нужно работать, нужно так назвать, сказать, чтобы... И разные бывают моменты. Если вы используете, никаких проблем нету. Но не забывайте, что все мы должны умирать. Не забывайте, что любая ложь за собой может в дальнейшем повлечь еще большие проблемы. Вы можете умереть, ваш потомок может этого не понять, и он в дальнейшем будет рассказывать о несуществующем государстве, о несуществующем народе, о несуществующем и так далее и тому подобное. Почему? Потому что взрослый человек, живущий в Чечне, у которого якобы, опять же, арстхойского происхождения, которому там, сколько ему было, 60 или 80 лет, он зашел в эфир, когда начал говорить, что они отдельный народ, когда ему задал элементарный вопрос, а какой у вас отдельный язык, отдельная культура, одежда, отдельная кровь и так далее и тому подобное, чтобы он показал, он развалился. Он не может ничего показать, вы поймите. И я не могу показать ничего отдельного. Отдельное или внешнее, или культурно, или лингвистически, хоть что-то должно быть отдельно, различающее нас между собой. Видите, что-то различающее должно быть. А если у тебя нету ничего отличающего от меня, примерно, каким образом ты можешь быть отдельным человеком? Как ты оказался среди моего народа? Как? Понятное дело, что плоскостная территория тебе не принадлежала, что ты туда перешел. Почему? Потому что это может показать сразу же, элементарно те же погребения могут показать. Эти же погребения могут показать, в какое время впервые заселились на эти земли. До этого, допустим, если у тебя находятся башни, склепы,
1000 лет, 1500 лет, который находится в горных Черных горах, никаких вопросов нету. Ты жил там. С этим проблем никаких нету. Но на плоскостной территории трудно доказать. И когда вы говорите, мы с 15 века находимся на равнине, где ты находишься? Уарстхуай, которых ты оскорбляешь при раскопках аланского периода, сейчас которое было найдено, и султан об этом рассказал, в могильнике находят ДНК ближе всего, которое одно ДНК находит, это чисто чеченское, другое это орстхоевское. Почему вы, называющие себя аланами, называющие себя чистокровными, ни в одном из этих могильников нету ни вас, нету ни тех же, извините меня, со всем уважением, ни соседних осетин нету, которые называют себя, вы говорите, мы аланы, а вы вот Уарстхуай кочевники, чеченцы тоже кочевники, с этими, с теми смешно. Почему нас показывают в ранее аланских захоронениях, показывают наше ДНК, а вас не показывают? Так кто из нас тогда пришли? Или вы не умирали, или вы, как эти Дунканы, Маклауды, проживали 3-4 тысячи лет там, что ли? Нет, вы пытаетесь, тогда вы ищете родство найденного там какого-нибудь орстхоевца, находите в 10-м колене, что кто-то вышел за него замуж, и как-то вы в родстве, и говорите, а он же наш. Нет, так не бывает. Так не бывает. Вот. И прежде чем начинать говорить, надо об этом думать. Ассаламу алейкум. Сафашвуй. Хэшу хаалыслам. Я одно заметил, вот скажу так, вот ингуши, они не признают Орстхуй Мохк, они вообще не признают вообще такое название даже. Масала Пахас на примере, я вот выложил пост, не знаю, там, в любых там соцсетях, там, ТикТок, Телеграм, да, про Орстхуй Мохк, в общем, да. Я также не говорю, что это Чечня или Ингушетия, просто про одну часть нашего народа, там, Орстхуй Мохк, там, Искерк Мохк, Масала Пахас. И вот про Орстхуй Мохк я выкладываю, и сразу негативные сообщения со стороны Ингушей. Орстхуй Мохк нету, это Галгай, это Ингуш, это Орстхуй, нету Орстхуй Мохк, это ингушская территория. То есть, это, знаешь как, это какие-то двойные стандарты. В одно время они нам говорят, что Орстхуй это ингуши, а хотя среди своих они говорят, что Орстхуй это Тухум Нохчилков, да? Среди своих чатов. Но нету такого, чатов, они сами говорят, я спрашивал, узнавал, нету такого шахара. Орстхуй шахара нету, вообще не было его никогда. Абсолютно верно. Они сами в своих закрытых чатах, кухонных разговорах, да, оскорбляют орстхуевцев. Я лишь такие разговоры слышал. Да, но нам говорят Орстхуй ингуши. Говорят чисто из-за того, что они сами прекрасно понимают, что они проживают на территории Орстхуй Мохка. И этим же они не признают Орстхуй Мохка. Я вас этому удивляюсь вообще. Вот мы Нохчи признаем Орстхуй Мохк, говорим Орстхуй Мохк бу, Оухуй Мохк бу, Искерк Мохк бу. Конечно. Он от кого? Ты понимаешь меня? Да. И каждый Нохчи меня понимает, каждый человек меня понимает. А эти персонажи, гладиолусы, короче, и Орстхуй Мохк не признают, и там Цхоры не признают. Чисто Волгай, вот, как будто какие-то оккупанты, да, вот, чисто вот только наше, остальное нету, короче, да. Как нету, если исторически, это историческая земля орстхоевцев, вы живете на их территориях, на территориях себе республику выстроили, и говорит, Орстхуй Мохк нету, его не было, не существовало и так далее. Вот что это такое, это очень непорядочно, я думаю. Ну, я, честно сказать, не столько в эти вещи я мало лезу, честно тебе скажу, но я хочу сказать так, что касается было, я был не столько удивлен, мне стало настолько смешно, и когда я увидел якобы опровержение меня и моих там бы якобы выступления против нарнийского генерала, где я говорю, Бяхмабилош, где я говорю, что нету ничего подобного, где указывается, что орстхоевцы являются
пришлыми людьми, они начинают вместо того, чтобы сказать, слушай, насчет кочевых племен, насчет всего этого, мы ошиблись, здесь была небольшая неточность, ну, она ошиблась, оговорилась, на самом деле, вот немецкий там Гюльденштейн эти описывают, что они вели там кочевой образ, вели, они являются кочевыми племенами, вели кочевой образ жизни, вместо сказать вот так это преподнести, они поднимают, говорят, вот, они говорят, Танзила права, она всю правду сказала. Вот видите, немецкий ученый говорит, что они кочевники. Ты знаешь, по какой формуле они живут? Как сказал этот Суриштин Султыков, как его. Если 10 лет назад был неправ, и это было неправильно, я не признаю это, потому что ингуш должен меня понять. Вот донецкие по такой формуле живут. Вот они не правы. А это неправильно, все равно они это не признают, будут на этом корабле. Но это же в судный день они сами себе найдут. Мне без разницы, но я единственное прошу, что? Я прошу не оскорблять и не трогать наших орствой. Хотят, пускай себя называют, хотят чингачкуками, пускай называют, хоть называют себя викингами, хоть аланами, хоть амазонками, по барабану, пускай называют себя как хотят, со всем уважением к кочевым племенам, но наших орствой, валикум салам, не надо трогать. Ни орства не трогайте, ни мелха не трогайте, ни эхка не трогайте, никого не трогайте. Не надо. Вот эти манипуляции, вот эти тонкие манипуляции, вот вы на самом деле, я это много раз заметил, вот вы, мелхи, вот вы такие, такие, знаете, дерзкие, вы на самом деле лучше этих остальных нохчельгов. Потом встречают Ирвай, они говорят, Ирвай, вы на самом деле такие воины, красавчики, вы отличаетесь от этих нахчмаххоевцев. Потом они встречают Уарствай и говорят, Уарствай, вы на самом деле чистокровные, вы и мы это одно и то же, а вот они не чистые. И вот так они проходят по каждому тейпу. Потом они доходят и потом говорят, и Тумкали это мы открыли, на самом деле, и Тон был Галгы. Все, они переходят автоматически, уже перешли, понимаешь, Аргун, идут чанты, это уже получается тоже галгы. Ну, Эшбату это галгы, Энгной это галгы, Шоной это галгы. И они вот так идут потихоньку, понимаешь, доходят до Аргуна, стоп, здесь остается. И у них все претензии по сути своей. Потом они говорят, что ауховцы это тоже галгы, которые убежали отсюда, переселились туда. Почему? Потому что они эхкой уарства, а эти эхкой уарства, они галгы, автоматически и те же галгы получаются. И получается, все, которые не галгы, это фактически они хотят все остальные тукумы и тейпы, маленькие, те же самые Чеберлоевские, без разницы там, Шатоевские, они Шатоевские говорят, что это все ихние тоже. У тебя остается, по сути своей, у тебя остается 3 тукума, по сути себе. Это нахшмаххоевцы, это, опять же, Чеберлоевцы и Шароевцы. Остальных они уже назвали, и они говорят, это наши. Мулквай ихний даже, и нохшмахквай юкертейп ниш хаюется. Они даже некоторых беной шейбу бахцар, некоторые. Так как киберша алурвай цатбер шейбу бахцар. Но кого они не хотят признавать, они не хотят Варандой признавать, хотя они шатоевские, потому что они пытаются их оскорбить Варандой. Они не хотят признавать Эрсной, они их пытаются оскорбить. Они Гунвай хотят оскорбить, их не хотят признавать. И всех, кого как-то, хоть как-то можно задеть из нахчмаххоевцев, они пытаются задеть. То есть, для чего это делается? Не потому, что они так любят Тируа, Эхка, Орства и всех остальных, нет. Это делается целенаправленно. Кусками отделить, дробить. А потом, когда ты... Чисто ермоловская тактика. Абсолютно верно. А потом они как говорят? И они скидывают их. Почему? Нохчмаххоевец наезжает на него, этот наезжает на него, между ними проливается кровь. И само собой, кто от этого выигрывает?
Москва, федеральный центр, видите, никак не могут между собой ужиться. Надо решить этот вопрос, надо территориально решить. Я говорю гипотетические вещи. Это нужно вопрос решить, надо провести референдум, проводят референдум, с кем вы хотите жить, с этими наглыми ичкерийцами, там, допустим, да, имеется область Ичкерии, нахшмахковцами, или же с теми там остальными, там, допустим, в соседнем регионе. И само собой, тут уже исходя из того, силы сильного или слабого, тут выбирает сторону и потихоньку надо отпочковать и забрать. Но это даже этим не закончится. Все равно они будут потом говорить, что шуцендац, шушунюка ишниш бу, шунюка хош бу, уш бу бордуца. Как они делают это? И с Эхкой они пытаются это сделать, и с ауховцами они пытаются это сделать, и с Эрлой они пытаются это сделать. Мелхи сейчас не удается, Мелхи приняли жесткую позицию, сказали, все, Камилш хазах, шейню, бакачар приятен, тодац ночи больше, Камилш аждениха, старейшины Мелхи уже решили этот вопрос. Камилш, е. Точно так же вопрос, насколько я знаю, Валикум ассаламу рахматуллахи. Также вопрос между собой уже решается и решили Эхки, насколько я знаю. Эхки тоже не говорят. И никогда, честно сказать, вот хоть их каким-то образом, вот по документам, вот шунок чиша халид ашаев сашу, кест ак, типа того, чтобы вот рассорить, сказать, что вот вы не относились. Особенно есть некоторые документы 19 века, где говорятся, что воевали, допустим, сейчас мы взяли Гольштейна, Майстой воевали против имама Шамиля, а сторонниками имама Шамиля были чеченцы. То есть это получается Хакар Байатдина имам Шамилин, Хокнохчиш. А до Майстой Ашбол Нохчиша Байатцадинацан. Эти поклоняются своим древним верованиям. Эти поклоняются новому имаму. Но поклоняются Богу, но за ним идут нагазовать. И Джечеберва наказать Биашхайнаха. Мы, конечно, это пытаемся. Опять же, люди, которые задают вопрос и говорят мне, Ажал Башлам, вот имам Шамиль Вамовяни, да, Чеберва, Штанит Уамхали, да. А это легче, я не могу сказать, что бацар. Чтобы это было понятно, с точки зрения любая религиозная война, брат идет против брата. Не только религиозная, но и идеологическая война идет. Пример. Асламбек Шарипов, Майрбек Шарипов. Асламбек Шарипов был на стороне красногвардейцев, Майрбек Шарипов был на стороне белогвардейцев. Воевали друг против друга. Ну, не в прямом смысле, это и есть война идеологии. Точно такая же ситуация и по религиозной войне. Чтобы было понятно, Джокола, он был Нохчи, и Майсуа были Нохчи. Но он воевал, он был противником имама Шамиля. Он был Сабезак Сюли. Но не любит он все, это вот крови. Сабезик, что ты с него хочешь сделать? Но это не говорит, что он не любит Шамиля, остальные чеченцы любят Шамиля. Это обозначает, что остальные Сюли или как-то связаны с Сюли, а эти не связаны, эти чистые, эти нет. Это как раз таки, как до людей доводится религиозный аспект. То есть шариат, как его преподнесли. Опять же, возьмем вот этого нашего исторического персонажа, Губаш Гухоевский. Когда Губашу приходили и доносили имаму Шамилю, они же говорили как? Все, кто тебе байат делается, он наказывает, он ворует. Как указывает об этом писарь имама Шамиля, Аль-Карахи, что якобы Губаш Гухоевский был такой местный террорист, который захватывал всех, кто подчинялся имаму Шамилю, байат ему дал. Он воровал их, за них просил выкуп. И вот так преподносит это непосредственно Аль-Карахи. Другой же источник говорит как? Когда к Губашу Гухоевскому приходили, и Губашу Гухоевскому обращался имам Шамиль, он говорит, почему ты, мне донесли новость, что ты заставляешь и людям говорить, чтобы они не принимали от имама Шамиля. От имама Шамиля. Когда он сказал, я никого не заставляю, и никому не говорил. И тут у них начинается перепалка, переводчик переводит не так, и происходит с ним то, что происходит, то, что я вам рассказывал. Губаш Гухоевский.
Опять же, когда начинается восстание, когда наибы имама Шамиля настолько в этом районе достали, Сюли достали местных жителей, что они делают? Когда подняли чантийцы и начали убивать и прогонять наибов имама Шамиля, они что говорят? Они побежали в Шарой, в надежде, что в Шарое им окажут поддержку. Якобы мнимо, что в Шарое их больше сторонников. Но что сделали шароевцы? Они, наоборот, объединились вместе со своими братьями-чантийцами и прогнали их чертовы, и вырезали, и прогнали их дальше, там говорится. Ишт моя и ситуация. Потому что рано или поздно и никто не обязан любить. Но сегодня преподносить, говорить, вот они воевали, у Гольштейна написано, что майстой воевали против других чеченцев. Это не говорит, что майство это отдельный народ. Нет. Они хотят сельским путем, они пытаются приписать майство и сделать их там тоже ингушами. Если бы сами майство сказали, ходу голвы, там никаких проблем нету. Но ни один майство не говорит, что он был голвы. Те, которые переселились 200 лет тому назад в Панкийское ущелье, эти майство не признают. Потомки Джокула не признают. Они говорят, ходачу, голвы датство. Всегда были, есть и остаемся. Какие претензии? Эти достают документы, мне показывают, что они подписали документы и так далее и тому подобное. Но никогда ни Мелхи, ни Майстой, ни те же самые Чанти, они не были, понимаешь? Есть и легенда, которая говорится, что Чанти открыл Ангушт. Эта легенда есть. Но чтобы Итон был голый, он пришел, открыл, как эти пытаются указать, что Итон был Мулко, а Мулко это голый, он пришел, открыл Итон Кали, но сами Чанти говорят, прямые потомки этого Итона говорят, тхоцэ хилдац голый, тхоцэ ногчу дубахца, хилладух дошду. Мы не говорим, что вы нам не братья, да, вы были с нами один народ. Но потом мы разошлись, вы дальше, мы ближе. Все. Но вот это вот деление, оно до сих пор идет, и оно вот это дробление, оно искусственно нагнетается. Поэтому пишутся эти книги. Поэтому пытаются задеть наши остальные тейпы и тухуму. Это не должно случиться. Это идет еще с 70-х годов 20 века. Я же вам не просто рассказал эцбунтер, вокстегу, хадисник. Шейкерта Бахкин, перепись Яшхана в 1971-73 годах, я точно ошибаться могу, в 71 или 73 году Шейкерта Бахкин, Хамил Тейпану Эльчхана, Хамил Коману Эльчхана, Шанохчу Эльчхана, Маал Сила Хирва, Галгиву Ал Электун, 71-73 год, селение Бамут. Ладно, черт с ним, это ЧСР Ханюис. Когда выгодно, когда тебе выгодно, ты говоришь, мы братья, выступление мы все видели 89-го года. Мы братья, спасибо нашим братьям-чеченцам за то, что они в своей столице нас приняли, поддержали на митингах и так далее. Там. Они говорят, да, достойные это говорят. Но не проходит буквально после этого 3-4 года, Ногчи не были противниками, чтобы вы создавали свою республику. Но человек говорит, я делал дуа, это один из отцов-основателей, это видео есть, это все есть. Зачем? Он не скрывал, у него-то хоть мужества хватило это сказать. Он-то говорит, что это было так. Но зачем вы сегодня пытаетесь переубеждать и говорить, хобашлам, харцу, еще хавайнюк, шинкоманюка, гунядина, доудак, валлахи, биллахи, талавал, даклич, хирват. Если он цагал, хира, мацахит. Это что? Я отдельно буду цавах. Мы были исторически один народ. Но факты остаются фактами. И я не пытаюсь изменить эти факты. Понимаете? Я прошу просто не менять. Я единственное прошу, чтобы не лезли к нам, не пытались изменить наш национальный состав и не перетягивать. Если у вас когда-то в 1810 году это получилось, сейчас этого делать нету необходимости.
Бяхма Билош. Милор Висклач. Başlan. Başlan. Fakat dersin. Хатал. Сед Мамадон. Луш усун, я изен. Fakat dersin. Adüçe gladушка grazda. Айга даже yok eyle iza i problemler yani orstvo boşa son sayetler tulla dukluyu çok huma datsa orstvo boş i Orstvo ahi yeter ya hon ahu eder kason haza sola varton açı i otçeli problem genialer bek hen hiyeton in melchse раз и навсегда дахадир бол ай. Да. Из дахадичан цеболе и орство тонохчиду элчан чек дердери таболча шаш нохчи бат галги бат бо вока шаш бо вока шаш бо Кейтеонсо, Делдо Хаттерн, смотри, есть разница, чтобы было понятно, Сайд. Мелхи никогда не говорили, что они голы. Никогда. Они говорили, или же те, которые говорили, или они говорили, что Мелхиду говорили, или они говорили там, я чеченец доллар. Там только два варианта было. Других вариантов не было. А у Арства ситуация немножко другая. Во-первых, поясню тебе, земли Мелхи никогда не входили в состав Ингушетии. Они всегда были в Чечне. И они остаются исторически, и земли, и башни, все находится в Чечне. И всегда они были здесь. Другое дело, что сами Мелхи проживают и в Ингушетии, и в Чечне. Но исторические земли у них всегда находились и есть на своей исторической родине. Это второй фактор. Третий фактор, что касается арстхоевцев. У арстхоевцев щепетильная ситуация. Почему? Потому что те, которые в Чечне, они вообще уайцаха и шнокчибу. Никто ничего не говорит, и здесь никаких ущемлений, шумуах бацал, шумерк бацал, шулах дацал, у нас этого нет. Понимаешь? А вот то, что происходит за пределами нашего региона, вот там уже ситуация, они не могут это закончить. Почему? Потому что если они скажут, у них начинаются там, извини меня, проблемы. Но я поясню, Саид, ни ты, ни я, мы не можем вмешиваться во внутренние дела другого субъекта, чтобы было тебе юридически понятно. Все, что, любую вещь, которую ты сейчас скажешь, или я скажу, чтобы они внутри чем-то занимались, это будет разжигание межнациональной эрозии, это уголовная статья. Они сами должны разобраться у себя там. Это к нам не относится. Да. Assalamu alaikum warahmatullahi Ва алейкум ассалам. Muslim tigah orst Porsche geçer aldıydı. Tigah ve aldıydı. Nega sen orst o bu çoğu şu da o bu şu geçer nok çoğu şey geç komu bu i otomatam orst o i geç komu. No orst o. Nega sen şey orst o bu is nok çoğu. Kia я tigah понятие лишь. Ты не понял, кажется. В Чечне ни один орство не говорит чанохчевать. Мы сейчас говорим не о чеченцах. Мы говорим те, кто за пределами. Однозначно. Ну, это так, по понятиям, дуется, адвиштулхум. Я тебя понимаю. По очереди шуши сразу сами весь классом. Хазар дачу. Ашти баса, ашти. Я. И венчую, шерсун сундак до. Да, раньше было. Ашти, тига аш дыш мелхибу. И вопрос дадижер. Там и хагир. Аршты хагир, датты хагир, чумульга хагир, и шаеш хагир ваша. Там этот вопрос поднимался. Но изначально самая большая проблема в чем была? Если бы изначально, я же публиковал документы еще, кажется, даже за 2097 год, 98 год, Чумульга Карин Должмехти, а прокуратура Ингушетии отписала, сказала, что Чумульга не относится к юрисдикции Ингушетии, и этим должны заниматься чеченская прокуратура. Документ Даркас опубликовать. То есть они еще в 90-м году, он еще как-то относился к нам.
то есть конец 90-х годов. То есть документально, по крайней мере, прокуратура Ингушетии так отписала. Но я к чему сейчас это хочу сказать? К тому, что вся загвоздка заключается в том, что кроме двух поселений, Серноводской и Асиновки, которые жестко заявили, что они останутся в составе независимой республики Ичкерия на тот период, то есть, да, остальные не заняли такую позицию. Не занял ни Малгобекский район, не занял ни Сунжинский район. Там были моменты, когда это во времена Дудаева и Аушева, Баунасвек. Там были моменты, когда захватывались сельсоветы. Я не хочу сейчас туда влазить, но то есть, когда некоторые властные структуры заявляли о том, что они хотят быть в составе Чечни, было силовое воздействие. То есть, Шукуза Болбеш Бат, Сока Болбеш Пешошбу, и оно относится к этому региону больше. Меттик Шутигаш. Это все вот эти 90-е годы, которые не самые лучшие, не самые приятные, которые мы любим обсуждать. И если бы сами связи в Чуах, Хазахеш, Чубер, Аштхвай, Бар, Чимульганиш, Бар, Мелхи, Вежри, Бар, Царь, Тхо, Хитсас, Нохчичунг, относиться Дяштар, Харцигар, Юрт, но это не спрашивается, ты понимаешь, что по вопросам, таким вопросам, эти вопросы должны были еще во времена Дудаева говорить аж спорный вопрос, что Аргарду ждутся, что надо было, когда парламент еще на тот период принял решение, что все должно быть по границам 1934 году, Дудаев должен был это четко закрепить. А он наложил вето, он запретил. Я не знаю почему, хотя одни указывают, что он это сделал специально, чтобы была буферная зона. Если вдруг там сейчас сколько людей, столько и мнений. Другие говорят, что он отдал, третьи говорят, что не отдал. Но хочу сказать так, что Дудаев не отдавал. Если бы отдал, это было бы уже юридически закреплено за Ингушетией с тех пор. Этот вопрос просто не был закрыт таким образом, каким он должен быть. Хотя парламент того периода полностью готов был этот вопрос взять. Нужно было просто поддержать. Зачем он это не сделал? Почему он это не сделал? Какова была договоренность Дудаева и Аушева, знает только Аушев. Но он ничего не говорит. Ellegdet im du segleg schweigisch khazem ilat hadechena zu ellega wena granisa lech du halech kest eskerdu kest esker tana way lat du chadat way granich du chadat tana askerten dizek du ashbog askerten dizek way ga I вопрос эйдейтана долго пригородня дегаться гуш генда кажду и лат цана мет юр дат күдил лат вай дайсак сишош дат лат ча долча дусерду her problem чекяча вай лат дек асторду эллага тана далду алон и дудаевук дал боран аш сун хазакай Там вайлач дюйцердат, цахваем хавалач, окерстек вопрос асдалат. Эллага Дудаеву и хеза соудал мукла. Но цолта аган, Дудаевса из Элла, цолта авен Маскадовс из Элла, цолта авен Амад Хашса из Элла. Все до нынешнего главы региона, все они оставляли этот вопрос на потом. Вопрос не был решен. Там он хеза Аушов шарин бо цаболча Аушов делегация этана büyük boş делегация богуду та хабяхкан фербук уже хочу бош перед план болчена инах он хаймха план бистер гвац тани доуц дит план без нан ше хусмаш лугал цала
تعويلة سلا حبيحكن أشتغل أعيشل وجمل غير كيجنا كل يرش ميلين ساتي غيرين كل Yılan. قلت إكل يلنا يورت قيشة Berdi yurtlar. سر بابانا وتر بابانا تر دين دوك أميرش دوي إشم خزا نعم قومتي چو تورات قزاقتا проблема خيرات شو شس سستاو إنغوشيتي ين ليل دقيقة أعيد أموات وقت بيربيسي ليل بنابات إيش حابي كان تكشك بولي لما سوم غوي делегации. Да, я знаю, слышь, судители. Пенсии пособия хердушун чай чехена хаулю бу. Пенсии сацатадина там. Там пенсии сацатадина я чуцатюана. Иш тисам цани меткиш. Ну вот, кому война, кому мать родная, халахцу, кому целых. Да сама душа кометти дуде волч хаяш. Тетя лицемерие дечхена аушо. Валахтун хала эрдуаси مسخره oluşana, лицемердеш хаяшчана, шица целлюш, хайгануи, суни хони улкан ирна вацкет шадик ихахуш козаху хирду шолтан бербуй хуша пирот ан бербуй ху дертун угр халвен чул хал az авушан اترت اما бербуй хуш шадик يعني şeytan human setüş aşbır şeytan human hu adini çek dakika şeynik dakika all the rights ولاتشني all the rights إشي هو check دقات نو هو check دقات إحنا ما قاد وسناس تنقدو يذكروا check دقنا شيء دعوة كروتشي شيء هو check دقات شيء هو Сукьется умных. Единственное, что, основываясь на всем этом, мы должны понимать, что любой внутренний сепаратизм, он будет использован в первую очередь против нас. Почему, я вам поясню. Во время эфира, когда у нас шел прямой эфир, вы помните, заходил к нам один чувак, да, из соседнего региона, и он начал рассказывать, он начал, что оппозиции, что у него оппозицию, идинчхена, от эмаляции, что Гантимирова мубарцу сюга, когда ваш Гантимиров не запускал боевиков, а мы запустили их в Ингушетию, Что это говорит нам? Что это говорит нам? Я хочу, чтобы вы понимали и это осознавали. Нохчикому. Вайкам дикадел хумхуле. Люди, которые ненавидят нас, открыто, тайно, не тайно, они этот момент всегда будут пользоваться и против нас использовать. Прошло сколько лет? Уже и Гантимиров, Хабеш, и убийцы нах, дукабеш, Дина, бац, эта ситуация, война закончилась. Прошло столько лет, да? 25-й год, с тех пор, после Первой войны. Но до сих пор, когда я рассказываю об истории 18-19 века, мне начинают рассказывать историю за 20 и 21 век. И Хуант Эдалова чувство. Эти люди используют и будут использовать все, что противоречия, которые есть между нами, они будут использовать. Их записывают, их фиксируют, их откладывают в долгий ящик. В долгий или быстрый ящик, это решать вам. Я еще раз повторюсь. Я ни в коем случае не противник, чтобы было нашего региона подняться и каким-то образом, задев, показать якобы вот этот пафос свой, показать и пройтись на этой волне, это ниже достоинства. Поэтому нужно это понимать. Ассаламу алейкум, баху алейкум, братья Нохчи чеченцев, от братьев Лезгин, мира и процветания, живите вам от всей души. Братьям Лезгинам огромный салам маршал и большая благодарность. Итак, друзья, у нас все-таки есть еще один человек. Это сегодня у нас уже 3 человека нам помогли. Правда, тейп он не написал. Если бы написали тейп, было бы вообще хорошо. Один у нас Заур Бенов был, другой у нас
Бекхан Ялхой, и вот Адам, не знаю кто, ну Адам. Да, Саадуэл, Гона Осталацан, Дерес Хил, да, Духтахтуэл. Огромная благодарность. Будущий Эзешка Суду летел. Благодарность всем, кто поддерживает наш проект. И мы... Так, 1926 год, газета «Свердловск», округа Чеченской автономной области. Чеченский алфавит. Да, я знаю про чеченский алфавит, то, что его использовали, это я тоже знаю. Вот. Самое главное, чтобы мы должны понимать, когда любой народ становится больше, становится более, переходит вот этот родоплеменное сознание, да, общество переходит, уже становится более взрослым, более грамотным, мы должны понимать, что использовать все время и говорить или откидывать себя назад, я не вижу в этом никакого прогресса. Никто, это не говорится о том, что никто не должен забывать про свои тейпы, никто не должен забывать про свои тухумы или все остальное. Я хочу вам сейчас пояснить. Вот буквально недавно мы начали сегодня обсуждать с одним братом, он говорит, вот правильно ли будет вот исторически имеется в виду баухука, уже на землях нашмаххоевцев, не истуидации, то есть он задается вопросом. Я говорю абсолютно, послушайте, была ли или не была башня, этот вопрос, допустим, памятой хайвесвой. У памятой баухиллацелацел, до тех пор, пока султан археолог Алла Вован начали искать, где это текнил мети караин, эту башню нашли, где она находилась, нашли. Теперь уже памятой зависит от памятой, которые должны восстановить свою башню. И если сегодня шоной уже фактически заканчивается шоной, что все это неотъемлемая часть нашей истории, наших атрибутов. Никто не просит там построить башню и говорит, вот этот эгоизм, это моему роду принадлежит, вот эта башня, потому что это мой род, это моя башня, это идиотизм. А если эта башня будет построена и говорит, это моему тейпу принадлежит, с тейпом любой ваш хаве, ценалиш, хаве, ще семья яла, ще беш, вала хадях, хаусар вай ногчи душун, харвай тейпан ламма бушун, харвай баувай ушун. Харлар елаш, харвай маргал юк йошишун, харвай историю шун. И это все наше. Оно было, есть и остается. Мы не имеем права делить один тейп на 10 гаров, взяли, разделили, из них потом сделали тейпов, а потом тебе сын приходит, говорит, мне заходят люди и начинают называть хок тейп на гор башлам, хуэвдарат, хабау мечают, хлам мечам. Сонла, абау ламбац, нету такого тейпа, ас оли, о, мунядин, ага, и ждать, это мунядин, и дари, ваш дари, начинает ломать, а оказывается тейп, который существует, как я тебя должен назвать? Ты спросил, к какому тейпу ты относишься? Я тебе сказал, это не тейп. Ты не обижайся, это название села, но не тейп. У тейпа есть свое название, есть своя гора. И если бы было бы 300 тейпов во времена Берже бы записал 300 тейпов, а не 63 или 66 тейпов. Ну ладно, плюс-минус там, хорошо, там, сколько их было, даже в 20 веке, все плюс-минус, там, мелочь, 130-120 летаешь. Ну все горы некое назвать тейпами, у тебя нету столько гор, нету, даже если каждый квадрат лат диакадур шар хартхайник юба все равно ни черта адяш мадас, ты просто путаницу, ты даешь лазейку, возможность каким-то пришлым непонятно каким людям, если убей наш батиш, непонятным чекиндезом просто, которые выучили твой язык, они придут завтра, назовут проверни, долудати, хундати, царавон, кинчки юкада, язин, уай. Понимаете? Поэтому надо знать.
Так, Пошла. здесь зашел один нарнеец, Шабардила. Здесь нарнеец один. Хажал нарнеец. Я тебе ни одного достоверного слова, ни фактически, ни практически из ваших уст здесь не услышал. Так что это все басня. Ну, ты знаешь, мастера по басням на Северном Кавказе самые известные это вы. Больше вас никто в этой, на всем Кавказе, наверное, только еще один народ есть такой, который рассказывает басни. Но если ты мужчина, если ты достойный человек, и ты говоришь правду, ну ты не балабол, ты не нарнись, да? Ничего не стоит назвать вот эту камеру, зайти и объяснить. Ты вечно ноешь у меня под комментариями, я тебя вечно вижу. Это неправда, то неправда, здесь не сказано, то не сказано. Ты или реально умственно отсталый человек, потому что мы сейчас в основном обсуждаем вопросы и вещи, которые я зачитал буквально до твоего прихода с книги Аркадия Гольдштейна. Примерно я говорю, да? Или остальные вещи. Все здесь люди, вот смотри, вот ты просто-напросто балабол. Но здесь люди, которые со мной на протяжении 7 лет. И если я вру, если нет у меня видео доказательства, видео ряда, или книг, или всего, что я говорю, что это недостоверно, даже по тем же ДНК, которые тебе скажут, тогда, пожалуйста, докажи, зайди, Гюльчатай, показывай свое личико. Ты среднего рода, непонятно кто, оно, да? А ты есть оно, потому что я не знаю, ты оно. Ты не можешь ничего не доказать. Ты как та самая вонючка, которая просто навонять, главная цель навонять, но ничего не сделать. Ты не пытаешься, не стараешься как-то наладить взаимоотношения. У вас нету, вы всю жизнь, вот такие люди, как ты, вы занимаетесь подлостью. Вы рассказываете сказки про Джоанна Николс, который говорит 6000 лет вашей идентичности. Вы точно так же рассказываете, что башенные комплексы только ваши, что только вы можете родовую башню указать, что только вы имели Мехкел. Вот такие люди, как ты, понимаешь? И когда вас опровергаешь, вы вместо того, чтобы вести себя как культурно нормальные люди, а здесь есть и осетины, есть и дагестанцы, и разные личные национальности, которые слушают и в Телеграме, и везде. Любой человек может зайти, провести культурную дискуссию. Вместо того, чтобы балаболить как-то. Тебе же никто не запрещает. Зайди, покажись, расскажи, в чем именно конкретно бред и ересь в том, что мы говорим. То, что вы разжигаете, если тебе нужны доказательства, поверь мне, я боюсь тебя огорчить гигабайтами просто, гигабайтами. Вся фитна и ложь, которую вы распространяете. И где вы договариваетесь, где вы платили даже людям, чтобы они говорили такие вещи. Платили. Я уже про остальное. Все это есть. Но у меня нету цели заниматься именно такими людьми, как ты. Я не знаю, какого ты даже происхождения. Поэтому на тебя внимание акцентировать дальше не буду. Есть мужество, есть желание. Зайди и скажи конкретно, в чем. Я конкретно кого-то обманул или людей, которые здесь есть, обманули. Предоставить документы по границам, остальным. 5 секунд, кажу. 5 секунд. А? Заурут ее очень сильно. Такси буал биашу, азвалы чу, галри ком юбош бу, тейп дуэлас, тейпа не убош. Нет, он наоборот говорил, что вы вышли от них. Это умственный отсталый басамыш. Я инга чебу, я специально о дünyanca и питан делаешь о дünyanca bu iş, не масло метя bu iş o dünyanca итемаюч лишь димо окка ха ахцага итемаюч таксист хули учитель хули разные ситуации сялон депутат хлек окчу от компьютер шу хошена от уинт ho группе чвахла некш вахошен грамотно язык я швед я
Ишайл и вот аютчула филкин граммач уаякан иш печатать яш аш буш специально иш сялнер депутат бон сялнер министр бон сялнер айдел белло бон иш специально хокуна питан яша бертерлита и хума действуешь аш бузулам яш юхкан ойрен ол Başlam at ahari, ve at ahari, ol nokçi at ahari, yo başlam at ahari, zulüm hendatse piden, hendatse şey çalıyorlar, diye, guşta şey çalıyorlar, diye, guşdu sen huşdu, nu sen içerçelo, ve du at adyeşler hadisera, başlam at adyeş, ve düçe gudu, ve kamdu, ve lafdu, Said, haza so vistvošu, ve lafdu, ve istori boyu, ha. وعزلا و استوری بیویی چت ایش ات آری و چات روگت ویش سگوات چات روگت ویش تانی کیت قیچ دات وی تانی سیتی قیچ دات وی ایش ات آری و ویش قام تبرت موبی با و ویش قاملر موبی ده و محلر موبی و پروبلم ایو اتایو قطعیش و دیت آری تا پیتن ظلم هدایت سرتون دیار خیلی سون. Азау Азла Саид. До 2018 года я вообще ни в каких делах не фигурирую. То есть меня нету вообще ни в одной исторической справке, имеется в виду, занимающейся этим вопросом. Ни в одном посту. Сколько книг, сколько ереси, сколько документов они вылили в интернет-пространство, сколько они напечатали даже публикаций касаемо непосредственно чеченского этноса Чеченской Республики. Сотни и тысячи, и книги написали они. Я имею в виду не тысячи экземпляров, имеется разных, а одного из 1000 экземпляров, где Абдиев написал одну книгу, вторую книгу. Сколько Нурдин Кадзоев написал, да, Гештуэлцум Бусул Хиляна Гасан. И сколько там и все остальные. Меня вообще нету в этой жизни. Имеется в виду в этих вопросах. Был бы я вот 18-го года, что даже Сахали, даже представим, что в Ацксо я не заинтересовался этим вопросом, они бы перестали бы заботиться и заниматься этим? Нет, конечно, не перестали бы. Они как работают, они как работали, так и работают до сих пор против нас. И никто ничего не ищут и не пытаются ни назвать, ни показать, ни своих остановить. Абсолютно нет. Абсолютно нет. Вчера в ТТ один сосед утверждал... Так, пора показать фамилии чисто чеченских тейпов в Ингушетии. Этим выделить тех, кто утверждает, что они ингуши сотворения мира. Да, конечно, можно назвать, я их и зачитывал, но опять же, называть их фамилии называть или нет, абсолютно маловероятно, что они уполномачивали меня. Я могу сказать с точки зрения науки, я могу количество людей назвать, я по документам и назвал этих людей. А так, да. До 2018 тебя не было? Да, до 2018 года я ничем таким не занимался и не писал абсолютно. Башлам, объясни людям, что Ялхара это не Орстхоймох, что там живут эси один пришлый род Ечой. Выжри, я не могу объяснить и сказать, что это не Орстхоймох. Я не могу сказать, потому что он относится к Орстхоевскому моху. Ялхарой я имею. Не Ялхой, а Ялхарой. Ялхараха, насколько я знаю, там разные тейпы. И Цечуай, и Орстхой, ну, Цечуай, Мерджуай, Эхки, Ишбуйхасу, но Цеси, Сун Цигабу, Урсахезон, Цеси, Цига, Ялхара, Цеси, Бу, Урсун Цахезабал, может и были.
Хезесун, цесица Хезесун. Джахар Дудаев вроде бы был цечу. Вот, поэтому это немножко не ко мне. 3 семерки в ушах Бяхмобил. Насколько я знаю, Цеси имеет свою землю, свой муак, и они относятся немножко к другому месту. Хотя, может, Ашхилхирбу, ну, опять же... Башлан, это 18 года Хапкет. Сайд, Охейш Ватсон. Бяхмобил. أخذت ظنك قدري Next one. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ميقدو خطر خط ميقدو. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة وعليكم السلام ورحمة الله. الله Василий года дуэнда охила бо ица ая даг это خلاص خز شو الخليل خز وعليكم السلام خليل بشلون خز شو سعد خز شو انا перезаговорить خز بشلون هيز خزي بشلون خز شو خشوي 18 год качал там юга хилвац элека ها 2008 году дуэнда бал бош خلصت интернет чуа и одноклассник чуа خلصت чуа بخلوات чуа дуэнда 2008 году дуэнда по сегодняшний день 18 بيقول الواجب از دوين ده انت ايغال نرديش بوبوش مش بس نرديش دوكوي ساعت وان بيش بس يودشين ساعت وان بيش دوختيش واسمم جود دوين ده نرديش ثاني وان بيش واسمم حو شوصل توغينا دوين ده حبوش بوش وين تابو چامت واسم ناستو بيش بيل بيل بدير ورانا بيل بيل اعتور ما سمس первый третий год دوين ده. Да. Не, ну я имею в виду да, с 18-го, я почему говорю, с 18-го года уже активно начал непосредственно писать и отвечать на ложь, опровергать ложь, я это имею в виду. Конечно же, так я ситуация был знаком, в принципе, по 2012 год я тоже был знаком, хилил инцидента в Церцане. Так что эти моменты я знаю, но я говорю то, что до 2018 года здесь, вот когда начинают, они хотят, чтобы все было в одни ворота. Они хотят, чтобы чеченцы замолчали. Сейчас буквально, если я не ошибаюсь, недели 2 тому назад ее взорвали. Это одна единственная труба была в этом заводском районе, которая осталась от ЧСР, ее тоже теперь нет дымохода. Ну, да я вообще говорю. Остального ничего никто... Да, ишта, дадел дуал, ладно, задавай вопрос, Айгай. Валикум салам. Вот в 2009 году Цугала принял акт, видишь, передвинуть Гунду. Инца смастяга хаттач. Массара вежи дуэй хумадац бошиш сатидует массара баш. А прямо ответ дуэха, инсондал жопт дуэха. Примерно сардинок ударял. Провокация, не провокация. Я... Хорошо. Кэтасо. Я могу сказать так. По мне, это был... Я человек, который немножко больше читает по этим вопросам. По мне, это был четко сделанный ход для того, чтобы отвлечь внимание
от нижней проблемы, то есть плоскостных земель. Тем самым они в любом случае знали, что чеченцы эту землю не оставят. И они знали, что можно будет проспекулировать этот вопрос. Мы возвращаем вам верхние, вы оставляете спорнее нижние земли за нами. По мне, это было сделано специально ход. Многие со мной могут не согласиться. Многие могут со мной... Это у вас мулбах, Айджи. Ты понимаешь? А? Ну, они грамотно сыграли, так скажем. Хитро и грамотно сыграли на этой теме. Мы опять остались в дураках, и что ли вы? Думаю, что да. Думаю, это вопрос не закрыт вообще, как бы, направление закрыто, да? Я не знаю, честно сказать, это все зависит от... Сейчас я слышал от самих новостей из соседнего региона, возможно, будут упразднять или не упразднять этот регион, насколько это достоверно или недостоверно. Если будут упразднять этот регион, если вдруг будут упразднять этот регион, этот вопрос может опять... Возможно, что будут подниматься. А так, пока нет. Я думаю, что нет, абсолютно. Маловероятно. Почему? Потому что на законодательном уровне этот документ уже закреплен. Но, опять же, все зависит от провокаторов, нордийцев. Если мы видели совещание, когда глава Чеченской Республики сказал, что у нас есть все основания и все документы, и если вы не остановите своих провокаторов, мы обратно вернем все, что вам оставили по братской меже. Это его слова, я могу ссылаться только на них. И это, если они не перестанут тыкать и говорить, рассказывать сказки, и не остановятся на том, что якобы верхняя часть земли у них украли и так далее и тому подобное, тогда этот вопрос возможно будет поднят опять. А так пока я не вижу. Все зависит от провокаторов с той стороны. Да. Историку, можно ли сказать, что практически после каждого выступления чеченцев, вооруженное выступление, вооруженное выступление чеченцев, там, будь царская Россия, там, при Ленине, Горш, у нас забирают частицу земель и отдают нашим соседям. Энную часть, да, не только землю, но и часть народа, энную часть. То есть землю вместе с народом, да, абсолютно верно. Любое восстание, любое противостояние заканчивается потерей для нас той или иной частью земель. Начиная со времен первого столкновения с Петром I, даже раньше, я бы сказал, даже со времен Шихмурзы Окотского, с тех пор, да. Потому что получается, подытожить Иждой, любое наше выступление, даже в будущем, да. Войн наоборот, в минус увеличивает. И не только по людям, но и по земле. Конечно, да. С точки зрения государственности, абсолютно да, точно. Если мы говорим о какой-то государственности, о каких-то политических моментах, о какой-то там республике, да, независимой, там, зависимой, имеется в виду, которая будет национальной, ненациональной, что бы то ни было, оно всегда играет против нас, когда мы выступаем непосредственно в боевых действиях, я думаю. Ну, смотри, ты можешь назвать, любой период мы можем назвать. Горская республика потеряли. Петр I потеряли. Шихмурза Окотский потеряли. Бейбулат Таймиев потеряли. Я тебе называю именно. Шейх Мансур потеряли. Те моменты, когда были. Байсангур Биноевский потеряли. Имам Шамиль потеряли. Ташу Хаджи потеряли. То есть земли приобрели Аллах момент ни в гражданскую, ни в военную, ни... Единственное, наверное, все-таки более или менее приобрели, это можно сказать, возможно, Бершейх Волшхайнахи, вот эти ранние периоды, да, реконкисты,
когда начали освобождать землю, убивать, уничтожать, прогонять отсюда кумыков, аварцев и кабардинцев. Вот в этот момент приобрели, а в остальное время только теряли и опять теряли. Только теряли. Получается, в этом положении, Саня, нам нужно быть гибкими, как наши соседи, чтобы возвращать свои земли и пополнять свой фонд. Жилой фонд. Да, абсолютно верно. Да. Нам нужны, чтобы было понятно, нам нужно большой всплеск и рост населения, в первую очередь. Это раз. Во-вторых, полностью упразднить урбанизацию, это два. В-третьих, нам нужны образованные люди, это три. И четвертым, ни в коем случае в ближайшие 100 лет, ну хотя бы 100 лет, не влазить ни в какие военные конфликты. Вот тогда ситуация может измениться. Вот. По каждому пункту я могу каждому объяснить. Какая-то призрачная свобода. Потому что часть... Да, да, я сейчас поясню тебе. Потому что часть грезит о какой-то политической свободе, но не понимая суть самой этой политики и политической свободы. То есть ты можешь грезить свободой. Ты пойми, я могу, ты можешь. То есть мы верим в слово и знаем, что такое слово свобода. Само слово свобода. Но не понимают, что эта структура и само это слово свобода, термин, чтобы он появился и чтобы у него был смысл, что там должно быть огромное количество людей, которые умеют управлять этой свободой, которые управляют государством, которые не коррупционеры, не бюрократы, не лицемеры, не нарциссы. То есть все, что бы они ни делали, если они все будут делать во благо своего, в первую очередь своей родины и своего народа, тогда ситуация изменится. Но этого я не вижу ни в одном промежутке времени. Почему? Поясню. Со времен шейха Мансура у нас как было? Шейх Мансур побеждает, мы на его стороне. Шейх Мансур стратегически потерпел ошибку где-то, да, из-за того, что у него не было регулярной армии, у него не было регулярной казны и всего остального. Люди, все, Авалвы, это провал, это все, это фиаско. Пойду я лучше дальше пасти свой скот и там заниматься своими делами. Так вещи не делаются, понимаешь? Поэтому там, конечно, можно многие вещи, конечно, поднимать по каждому вопросу. Но, к сожалению, да. Неужели это хорошо создать какую-то банановую республику, там 60 на 100 километров? Так. Она же вы просто все на садошма, да, да? Нет. Или лучше какой-то... Я понял твой вопрос, я поясняю тебе. Я поясню тебе. Для того, чтобы государство существовало как особое или отдельное или независимое даже, да, еще раз повторюсь, для этого должны быть все условия. Этих условий сейчас в данный момент в нашем регионе нету. Фактически ноль. Фактически ноль. Централизованная власть и быть субъектом какой-то части большого государства, это еще может вытянуть. То есть, чтобы было понятно, нужно разбираться и в экономике, нужно разбираться и в остальных моментах. Почему? Потому что, во-первых, у тебя должны быть супер какие-то навороченные, по крайней мере, что твой регион точно не должен быть дотационным. Если твоя экономика полностью зависит от внешнего бюджета, а она сейчас зависит, и в основном всегда зависела, даже то, что было оставлено наследие, постсоветское наследие, которое было во времена Джохара Дудаева, оно было даже разграблено, оно было уничтожено. Я говорю, ладно, если взять 50 на 50, пускай даже не так, пускай 70 на 30. 70 война уничтожила, остальное 30 мы сами разграбили и распродали. Бабашлам, приметр лат была трубаши, приметр
Заводского района Аурищи. 5 метров, 7 метров была труба. Трактор эти вардуахи были функциональные. Вардуахи и труба разрезать. Да. И трос бьёхти, трубаш выдергивать, аж халих на фляка, мель трубаш. Я же об этом и говорю. Ты как думаешь, эти люди, которые занимаются вот этими вещами, они могут построить даже банановую республику? Нет. Никогда. Нет. Да, до тех пор, я же поэтому говорю, в ближайшие 100 лет я не вижу. Ты понимаешь, даже социальное неравенство показывает то, что мы не готовы. Мы просто, я боюсь, что мы станем похожи на какие-то Дубайские Эмираты, в котором там определенная часть людей ездит там, да, вот это восточный образ жизни. Он по сути своей, он противоречит нашей идеологии. Нашей идеологии именно адатам нашим противоречит. Что касается равноправия, которое было всегда изначально исторически, тогда хайцане хо, инц имудовая адочка, мискчуну годие, лулху, мецвала, дамавиж, там кидек ди, гона остал ди, машан де вахтен, вала, нохши, хайтак оман, вала, хайтайпан, вала, там ищи бахнаш лиях, там, коуч, малялах, мисквар, али, ну, духметикс буквой, адач, саневой, лилу, дуалдача, если соблюдать полностью нравы и адаты наших предков, мы укрепились на самом деле. Но что мы увидим? Мы видим вот этот культ, который через интернет и через СМИ нам навешивают. Мы видим, что человек с книгой — это сегодня это человек для надсмехания над ним. Посмешище. Человек с книгой сегодня стал, к сожалению, никем. Это, к сожалению, я говорю, не во всех случаях, но в основе своей культ учебы, культ личности, образования мы, к сожалению, утеряли. Вот. И это, к сожалению, не красит, когда мы потихоньку теряем тот кластер населения. То есть в советское время было огромное количество людей, которые получали образование. Муалныш, паревой муалныш. Даже ты смотрел, ты слушаешь, кто-то закончил там техникум, закончил училище, я просто реально, я гордился нашему Ильмду Нахбаре. У них техническое образование было, но и было религиозное. И это у нас был большой кластер. Образованных людей. Сейчас училище, я просто реально, я гордился нашему Ильмду Нахбаре. У них техническое образование было, но и было религиозное. И это у нас был большой кластер было образованных людей. Сейчас у нас просто-напросто это во всем, не скажу во всем мире, но в основе своей у нас, точно не в Германии, не в Японии, но у нас и в России, и в Америке, и в Европе. Под его честное слово, что он поможет их, отправить туда в Казану, Гегана, Болчик отправить в Бирбуэл. Под его честное слово, вот Асумбор хан Башлам.
Хорошо, что? Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо. Хорошо. Секунд, сейчас. Слышно. Слушайте, но есть... Сам. Хата, хочешь, хата? Хочешь прерываться, да, что? Ты прерываешься. Башлар, интересно, долго, Исраила воевай, был. Исраила в 43-м году войну. Братья Исраилов ты имеешь в виду? Илов. Братья Исраиловы, ты которые говоришь. Да, они шлам чахилаешь, а их цюндуаттав из Албагачиев хлобой до НКВД, ясно? Да, я это слышал. Да. Да. Какая игра была? Может, игра хилыпичи? Этот вопрос нежелательно ответить, чтобы ты понимал. Это никакого национального освободительного движения не было или вообще? Я честно тебе скажу, я сокречу в ситуациях, но на данный вопрос я бы воздержался отвечать, потому что это те фамилии, которые ты называешь, часть из этих фамилий, они относятся к действующим, то есть, точнее, сотрудникам, поэтому нежелательно рассматривать этот вопрос в данном контексте. Ну, убивали они, но противостояние устраивали. Они противостояние устраивали, делали нападения на КГБшников, НКВДшников и так далее и тому подобное. Мне один из знакомых позвонил, говорит, кем они являются. Являются ли они героями или являются же ли они, допустим, бандитами. Это же для каждого человека, вот тот данный вопрос, который мы сейчас рассмотрели, да, говорить о банановой республике, банановая республика или о будущем. Это очень сложный вопрос, который никто не хочет ни затрагивать, ни рассматривать его. А на самом деле, чтобы его рассмотреть, нужно прикладывать тотальные просто-напросто усилия, огромные усилия, чтобы изменить всю психологию нашего народа. Мы должны все максимально стараться, чтобы наши дети учились. Именно учились. И только через учебу дополнительную нагрузку им давать в виде спортивных каких-то направлений. Будь то вольная борьба, карате, UFC и так далее. Только в случае каком? Вот ты идешь учиться, пойдешь учиться, будешь учиться, параллельно иди на любой вид спорта. Куда хочешь. Дальше уже что выстрелит? Или образование выстрелит, или спорт выстрелит. Вот так нормальные люди занимаются этим. А не так, вот ты идешь или в спорт, или в образование. В спорте провалился, все. Ну ладно, до 30 лет, до 20 лет, там, грубо говоря, до 40 лет ты еще можешь там побороться, где-то выступить, республика, там, ну, мизер ты выхватишь. Что ты будешь до конца своей жизни дальше делать? Ты не умеешь даже заниматься даже бешли луца хахун, образование, хаят, кедекдат, что ты будешь делать? Сидеть на социале? Позориться? А это и есть позор, потому что даже если ты получаешь социал, у тебя должно быть обязательно, чем-то ты должен заниматься. Ну, по крайней мере, так было по нашим адатам. У нас не было такого, пенсии, пособие, не было такого. Люди занимались чем-то параллельно. И пособие, пенсия, это было дополнение к тому твоему заработку. Даже люди, которые на одной ноге, он хилус, первый шоу туан бячена, базар вон чхена, цакуак больше, я цабак больше, я цакюк дольше, истег больше, базар дагар ца юах харч, иес харч, кахюк шулар больше. Вот что обозначает, что люди стремятся к чему-то. А так сидеть, знаешь, где-то за кордоном, за бугром, попивая там, я не знаю, мохито, пепси, кола, выйти вечером, съездить в казино, погуляться там, я не знаю, по центру Берлина или Парижа или набережной Ниццы и рассказывать, как же прекрасно жить
и мечтать о независимости, так независимости никогда не строилась и никогда не делалась. Возьмите Японию, возьмите Германию. Две модели государства. Оба были во время Первой мировой войны, Второй мировой войны и Первой тоже, были фактически уничтожены. Почти под ноль они были уничтожены. Но трудолюбием, образованием эти люди достигли таких высот, где сегодня Германия, где сегодня Япония. Весь мир ездит на их машинах, весь мир использует их технологии. Ну ладно, плюс еще возьми Южную Корею. А чем ногче хуже? Нужно просто дорасти, Конечно, нужно примеры брать с этих людей. От того, что тебе нравится, что есть там, у тебя где-то дома лежит самурайский меч, ты не становишься от этого самураем. Ты понимаешь это? Ты должен уметь пользоваться этим мечом, довести это все до, так сказать, все это до искусства владения этим мечом до такой степени, что просто-напросто повторять или делать даже лучше, чем сами самураи использовали этот меч. И тогда уже говорят, от того, что самурайский катан дуэль, самурай масоли, от того, что у тебя Lexus стоит, ты не становишься умным таким же, как японец. Lexus сломается, тебе нужно опять зарабатывать бабки, а где ты их заработаешь? Заводы есть? Нема. Это есть? Нема. Что ты сделал? Вот сегодня у меня в Сюэцане я опубликовал пост о строительстве башен и так далее, и зодчества нашего исторического. Запостил я это в Твиттере. Просто представляете, если вы такие мастера, почему у вас там работают вьетнамцы, почему дагестанцы у вас там работают, если вы такие, почему у вас турки там работают, ты хоть знаешь, что ты пишешь? Я ему говорю, ты когда в Чечне был? Чечню в основном построили сами чеченцы, а то, что там где-то подрабатывают, подсобниками работают сюли, вьетнамцы, узбеки и таджики, это обычная нормальная практика. Они работают за копейки, а ногчи не хотят. Вот и вся разница. Ладно, я могу это объяснить. А другие могут это объяснить? Я не говорю, что все бараны. Нет, ни в коем случае. Есть те, которые могут, а есть те, которые сразу буйнштуга, сразу о чем ты думаешь? А завтра? А если ты думаешь о завтра, ты должен владеть полностью информацией. И меня удивляют люди, которые говорят, это меня не касается. И те, которые с Востока, не хотят говорить о землях с Запада. А те, которые с Запада, не хотят говорить о землях с Востока. И начинают меня учить, заходить и рассказывать мне, вот мой вечный галыш, ситуация, ведь галышем, мой вежим, вот аухи, асюли, и вопрос свой цадуется. Дюц. Вот только ты не знаешь, что ол и дюци. Ты зашел просто тебе поболтать бы. Ты болтанул, что ты, мы только с ними, оказывается, у тебя родство. У тебя есть родство, у меня есть родство с этими голлами. И намного больше, чем у тебя даже. Но просто тебе не интересно. Ты просто болтун, который говоришь, вот мы с ними разбираемся, а туда мы не смотрим. Валлахи, биллахи, талай. Ща ногчу, ща моногош, ща даймахка, ща кандеш востаги. На востоке, на западе, на юге, на севере, массумете, уайляш хермау. Лахтанс уайлир маюцу. Тейпниш уайлир маюцу. Массуманс бал хермабуцу. Если тюн бал. Баца хаишта болтать, или кудяды на западе они, твой царь тебе долца лилдо, а хакарцани вой хабахи. Вы же сами меня упрекали, вплоть до того, что говорили, шабол сюли иш бац башлам, иш бусул бабуой цандина диан царца диан вайндина. Что дух дахаш. Цигл шакли алам дианай, царца диана. Умар бин Хаттаб бу дианай. Ден салам хилцу Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам давай жултя дин дажваш хавяну. Цуа дианай. 800 лет его принимали в Дагестане.
И после этого он дошел до нас. И царь Дена был шахинца, висел 200 тысяч, ауха ашло ногчичон, шенлу, дат эду, табях болече, дуч хазда царь шенлу, царь глила, дуч ат ади что вы, дуй? Аухама и кан и вопроса, царь вы отдадите, уж ассимилировать бой? Масала бах асам. Представьте гипотетическую картину. Ногчи отвернули, сказали, из воих касаться, дяш бац, уж воия бац, уж сербар отбитхой. А это часть нашего народа, который будет очень сильно разочарованы в нас, страшно сильно, и будут знать все наши сильные и слабые хода. Царь царь объединит царь царь войн дахаля балбяш харчу мудик хрду я дать алхиячу. Вот сушук хаттар дупай. То же самое панкиси ашпол ночи, то же самое ашпол диа малбузи ашпол ночи, Европе ашпол ночи. Везде, с любой стороны, что бы ни было говорить, чтобы кто бы ни говорил. Чтобы вам было понятно, так-то эта проблема не решается. И здесь, и там, и сверху, и снизу, массу аура, нужно отстаивать свои национальные интересы, нужно заботиться о своих детях, нужно думать об образовании, нужно обо всем этом говорить и нужно доносить до людей. Сохраняя родной язык, сохраняя культуру, сохраняя традиции. И все это можно прекрасно делать и в составе, являясь частью субъектов федерации. Сегодня есть прекрасные возможности, учитесь, но направьте всю свою энергию на образование. Ну как у нас на всю республику 10, 5-6 химиков, или я не знаю, 10, 20, 100... которые будут хорошие химики, физики, я не знаю, ядерщики. У нас же в советское время целая плеяда ученых были чеченские. А сейчас на всю республику 2 археолога. На всю республику 2 археолога. Действующих 2 археолога. И мы всегда думаем, что кто-то вместо нас это должен решать. Еще раз повторюсь, сейчас нас в эфире 24 здесь, там сколько там, человек 20 в Телеграме, там в Ютубе еще человек 100, 200-300 человек, которые пытаются как-то переживать за все эти проблемы. Сколько миллионов человек сидело в прямом эфире и ждало боя Хамзата? Сколько человек? Почувствуйте разницу. Я ни в коем случае себя не сравниваю. Но для нас в 21 веке приоритетом стало то, что где-то какой-то промоушен, который делает бабки, беря разных спортсменов, проводя хорошую программу, они вывели вот этот тренд на уровень выше всего. Если бы это был бы, я не знаю, проходила бы конференция по чеченскому языку, и она должна была бы пройти в 4 или в 5 утра, как вы думаете, сколько тысяч или миллионов человек смотрело бы его? Задайте себе вопросом. Я со всем уважением, валла, я сам смотрел, я сам ждал этот бой. Ну, ногчи хеларитерса и ногчи шан переживаете. Но мы говорим о мировой тенденции. Любой футбольный матч, где есть Криштиану Роналдо, МБП, сотни, тысячи человек сидят и ждут этот футбольный матч. Обсуждают его. Говорят, сколько угловых, что судья продажная, козел и так далее и тому подобное. Все обсуждают. Ну, зайди ты у него спроси, сколько ты можешь назвать исконно чеченских тейпов. Сколько ты можешь назвать самую высокую точку, понимаете, самую высокую гору Чечни. Сколько рек в Чечне находится. Каких национальных героев чеченцев они знают. Даже об этом оставьте. Спроси элементарно самое простое. Сколько в алфавите чеченских букв? Без загугливания и всего остального. Я же про русский алфавит молчу, ладно.
Просто культ спорта, не спорта именно, а именно этот культ возвеличен. Понимаете? И плюс ко всему этому, не только. Если есть Евровидение, точно так же люди до утра сидят, смотрят его. Мы не говорим об определенном, это такова тенденция. Шоу-бизнес затмевает все. Парня, который занял первое место по физике, покажут? Нет, не покажут. Парня чеченского, который в 5 или 7 классе в Германии самый сложный гессенский диалект, на красный диплом, на золотую медаль сдал. Ногчий знает лучше даже немцев свой немецкий язык. В самом сложном гессенском диалекте. Его кто-нибудь покажет? Нет. Покажет ли кого-нибудь, который там, я не знаю, какие-либо другие технические политехи, я не знаю, МТИ или как они называются, там, которые себе заняли высокие места? Нет. Девушку, сестру, которая занимается там, не знаю, в каком-то, во Франции, в Италии, каким-то бизнесом, которая сама все, свой новый аромат изобрела или новые какие-то свои модельный бизнес вела, о ней кто-нибудь говорит? Нет. А если и даже говорят, начинают критиковать, это не по исламу, у нее на голове платка нету, она одета так, у нее волосы белые, они не красные, они должны быть черные. Обсуждает ее губы, глаза, нос, все обсуждает. Но не то, что она умница, а сама среди всех остальных достигла всего этого. Это не показатель. Вы сегодня гонитесь за любой мразью, извините за выражение, которая порочит наш народ, намного больше распространяет его в виде, нежели что-то полезное, то, что рассказывают. О тейпах, о языке, об истории, о границе. Вы такое не распространяете. Вам нужно показать человека, который заливает самое худшее зина, которое Всевышний Аллах сказал скрывать. Вы даже это, вы, я имею в виду гипотетические люди, распространяют больше это, чем что-то хорошее. Из одной крайности в другую. Если религия, то крайне радикальная религия, течение нужно залезть. Но почему ты не можешь быть мусульманином, почему ты не можешь быть хорошим физиком, или, я не знаю, инженером, или архитектором великолепным. Нам не хватает, так не хватает своей родной архитектуры. Ни Дубай, ни Европа, нам свое родное. Ведь вот это дано всем нам. Собор делаешь, мягко делаешь. Поэтому мне кажется, что многие эти вещи мы на самом деле не сильно понимаем. Или понимаем, это игнорируем. Это игнорирование никогда не доводит до добра. А потом, когда мы собираемся где-то в кругу вроде бы умных взрослых мужчин, начинаем обсуждать, вот какое государство, все нам мешают, масоны нам мешают, рептилоиды нам мешают. НЛО нам мешает, все нам мешают. А вот мы одни белые пушистые, мы все хорошо знаем, во всем мы разбираемся. Самолет можем разобрать, собрать, вертолет то же самое. Вот и все. А никто эту тематику обсуждать и не хочет. Важно ли это? Конечно, важно. Важно размножаться, важно учиться, важно жить. Не влазить в конфликты, не влазить в ненужные баталии. Делать максимально все ради своей родины и ради своего народа. Не забывая о себе, конечно же. Ты сделал хорошо кому-то, выпустил 10 хорошего. У нас как бывает?
Вот через мою школу, там, со мной ребята, которые я хотел, чтобы было хорошо, прошли десятки, сотни, тысячи человек. Из них всех у меня остался 1-2 человека, которые еще вспоминают, что я самые тяжелые времена их подтянул, хотел, чтобы у них все было и так далее и тому подобное. И то цацат, о, башлам, аваца, сейчас тундица делон, холдочка на одино. А остальные нос воротят, прикидываются там, что всего они достигли сами, что все это вот по жизни они были просто гениями, и эту удачу, хвост этой удачи они схватили, и вот все, на самом деле нет. Абсолютно нет. И альхамдулиллах, что мы-то знаем, что это не так. Ситуация, есть очень хорошая поговорка, у китайцев, кажется, она, если я не ошибаюсь, нет ничего хуже, чем жить в эпоху перемен. Хорошая народная мудрость. А я всегда думал, еще со времен, когда я учился в университете, я всегда думал наоборот. Нет ничего лучше, чем жить в эпоху перемен. Почему? Потому что во времена перемен ты можешь что-то изменить в лучшую сторону. И мы должны понимать, если мы будем пытаться изменить что-то в лучшую сторону, что у нас получится. Есть у меня книги вот по каждому вопросу. Элементарно, если я возьму вот «Мифы и предания», да? Вот книга «Мифы и предания». Вот в эту книгу, чтобы прочитать, чтобы довести до каждого, что же там написано, если я все зачитаю, все, что на этой книге написано, вы будете поражены. Многие вещи, которые вы говорите, что это правда, и на самом деле это слышали, вы услышите это из этой книги. Вот. Многие начнут понимать, что лучше бы ты не читал этого. Поэтому не все так однозначно. Так, и нас поддержали, задонатил наш брат Заур. Заур задонатил. Это Заур я уже сказал, да? Шахид. 3 человека поддержали наш канал, и то хорошо, и то радует. Так что вот так вот, друзья, я готов ответить на ваши вопросы. Если у вас еще есть вопросы, задавайте. Но нужно... Да, комплексно отвечать на каждый вопрос. По поводу, я смотрел это видео с археологом. Очень интересная передача была. Какие очень новые еще есть вот этими рассылками? Недели тут время идет, что-то новое. Ты имеешь в виду еще то, что сейчас найдено в Галанчевском? Да, я все сейчас, я понял, да, я опубликовал все материалы, в основном на нашем канале, вы видели, да, нашли вот эти каналы древние, которые водосточные, которые датируются у нас там 2000 лет, а Мачу-Пикчу, которые найдены такие же каналы, они датируются 15 веком. То есть из интересного. Найдена часть утвари, керамики, вот такие вещи найдены, больших каких-то, как таковых, других раскопок, имеется в виду, что-то новое мы не нашли, кроме того, что я опубликовал и довел до вас. Вот так вот. Заур, вообще, тебя вообще не слышно. Каждое второе слово твое прерывается. Я не знаю, что у тебя с телеграммом. Или зайди через WhatsApp, или что-нибудь сделай, но вообще не слышно тебя. У тебя страшно просто лагает. Просто страшно лагает. Каждое второе слово вообще не слышно твое. Вообще не слышно. Опять то же самое.
Полслова слышно, полслова не слышно. Ну. Может, тебе надо дружить, да, четко. Я не знаю, если остальные могут, учи. Походу Ибраима тоже мы потеряли. Обсуждение любой тематики вообще не запрещено ничего, кроме единственного, что я не очень сильно люблю обсуждать политику, потому что вещь неблагодарная, мы никуда не баллотируемся, и в принципе ее обсуждать смысла нету. Как в прямом понимании этой внутренней политики, я имею в виду. Остальное, конечно же, касаемо истории, географии, культуры, мы обсуждаем, и эти темы, они не закрыты. Геополитическом понимании этого вопроса. Поэтому не нужно упрекать и говорить, ты про это говоришь, про это не говоришь. Да, конечно, я не говорю про... Мне тут в последнее время очень сильно начали просить, чтобы я вмешался в тематику между осетинами и ингушами. Ингушско-осетинский конфликт, чтобы я вот этот вопрос поднимал, чтобы я его затронул, чтобы я как бы залез в этот, как говорится, вопрос. Но в данном вопросе я не вижу смысла участвовать, и это неправильно с точки зрения это какое-то свое мнение лично высказать, уже ты выскажешься. В остальном, я думаю, сами ингуши и сами осетины в этом сами разберутся, и без, как говорится, без меня. Что касается, что я думаю по этому вопросу или не думаю, это уже я по этому вопросу ответил. Некоторые пишут, что чеченцы, которые смуглые, они не чеченцы, расскажи про это. Это полная ерунда и ересь. Часть те, которые все зависит от географического расположения, там, где более суровый, холодный климат, более высокогорье, там люди чуть посветлее. Там, где мягкий климат и более солнечная там сторона нашей Родины, то есть это южная часть, юго-восточная часть, там более смуглые были всегда и будут, потому что это зависит. И то же самое, если там в Шилковском районе будут точно такими же более загорелыми, ни больше, ни меньше, это географическое расположение. Чеченец может быть и рыжим, может быть и черным, и глаза у него могут быть и зеленые, и синие, и карие. Поэтому это полнейшая ерунда, если люди начинают говорить и уже делить и рассказывать о том, что какой-то чеченец должен быть светлый, а какой-то должен быть темным, это, конечно, полнейшая ерунда. Не верьте этим людям, это все сказки и не более. Зато ингуши напротив с Дагестана 23 февраля празднуют. Ну, то, что ингуши празднуют 23 февраля с Дагестаном, это их личные проблемы, честно сказать. Меня это не сильно волнует. Хотят, пускай празднуют. Не хотят, не празднуют. Шумбадык дейсла. Но я считаю, что определенно долгое время в советское время многие праздновали, и не праздновать это было под запретом. У кого-то, может, и осталось с тех пор, у кого-то нет. Ну да, они будут пользоваться всем, не только цветом волос, кожи, языка, тейпа. Все методы будут использоваться против нашего народа, против, чтобы нас разделить, рассорить,
стравить между собой. Любые методы хороши. И они пробуют все. Если мы дадим слабинку, то это все, конечно же, они, конечно же, но по ДНК вообще я бы молчал. Есть некоторые люди, которые говорят, что, ну опять же, не хочу возвращаться, одно и то же ДНК не может быть у целого народа. Иначе этот народ просто-напросто вымрет, и они будут только между собой, как говорится, размножаться. Это недостоверно. Нежелательно, конечно же. Есть некоторые места, где не разрешают не то, что выходить за свой тейп, но и даже со своего села не выходить запрещают, чтобы не было вот этого смещения. Те, которые распространяют фитну, неужели вы не боитесь Аллаха? Неужели вы не думаете, с вас не будет спрос? Пабло Эскобара. Если бы они не думали о том, что они распространяют фитну или они делают плохое, я думаю, они бы даже не занимались этим. Но они целенаправленно занимаются этим. Занимаются подстрекательством, дроблением. Пытаются максимально разделить наш народ по-разному. По цвету кожи, по высоте башен, без разницы. По тейпам, по географическому расположению. Да чем только они не занимаются. Все методы хороши, все. Даже по диалектам пытаются разделить. Ну, это байду, всякую байду пытаются втюхнуть максимально, чтобы людей раздробить. Салам алейкум. Ва алейкум ассалам. Дело и фитна лерсон, и фитан официальный дек, и фитан критериш. Милох шутя, и фитан деш болнах, и фитан гердук удвичтек, и фитан соч мадается ох баршара, и фитан гуш и сатвош мабац инах, эц ох башламсан олчу исторический цап. Сноска елш, цашье бух болш, цахум публиковать, цубуха боли, фитан дешу, провокатор уборг, хылхой цаболнах, от них хукошты бутья, цунахан и фитан вахи чачаны бохш болнах, саготья, чачаны, вагунядин, ваминядин, официально халахойшин, ехшул, хумшяц, отсумшк, и фитан сацунца дойте, царкунца олте, и фитан сацдие, и кайхам баркса дела инах, матсойцерёр шутя, саа делам цанд, я вацарце делах тиша шяцуш, делах тиш шулч, им лилор дац, ахцаню при зудри ю, бörшу бог шершу, куоман люш, и аман лир, Цунах шай адаттин ашбух инахтахан. Фитан цаготя вайвежршна алгишн цаготя и фитан вайчана цаготя и фитан ца апост ца апубликации в истории юч бол нахтахан казик боин узнех сажим ларам бин дела харнах баклуш бу قارديتي تكون يوش تقطع قومان تخط إحيان إجر كويرتك إحيان يوش تقطع هم ألاتون أولا إن هردات فيتن ديش بولناخ سيوغا باخ ما يرد إرشوش هم يحتغيش قومخ نخشي قومخ يحتغيش لامز يتبقى قرزن ميم قوم تياق حق دوشل هم شوي شاوهي داخ دوين داخل يوشل قوم قوكافكازي إستوري تسعى أغوى تسعى قيتم تسعى أويل تسعى داخل بوش بالناخ أخوشن
خقوم истории والله لا خلدوق هم لا خلدو لا ديغا خلدو أقصاجر لون شتو خدك دو قوم يقير إناخ إيش صوت صلتيح وزوي وجرشك سير بطوش سقولتيح ياونا قاقن لا تخاطويلش حيوش إز دوخ فتن ديلا فتن وتو نيس باخ هو تنا وانا عشبوناخ شاوغا موچنيك خلاهورش املو خلاهورش تغن شاوغا وجيرويش خلاهورش исторический ويم إهمش قيقة تدنير قوموا ليلنا تديلخ يحتغي تحتناخن إهم دق دوغ سونا دوغ سوسنا إزرش كعبوت والمسانا دوغ إهم دق سهم أعداء حاجة شرناخ صوتية أخر إح بيخ دينا هرش داول شونا شويتي هرش ألشا حفيتن ديش وكل إموه نيسلو تاعو شو أغور ديا أغور سيا أغور بروكاتري بوش يخشل أودلهم نشياس قوان بغايوش شو موه نيسلو شتو إهما سودخ قيت شوات سو وات سوخا باخ سوسن إزر شكاه بات واي قومان يقي أخ ميلغوار واي تابو ورق تابو تيلرق ديك نشبو ونشبو عودل نشبو أما تساهم خا ديزوين وقومة بايل بوش بولناخ خير بوين دقو يشا واي بولش بو إستوريت بايل بوش يشي قومة إحيات بايل بوش اتشين دا يلتا خلشان بويل خلشان تو بلغ أخش دلشان أشبولناخ بوي حايب نشن يشا بوين أما قومة يوقي يقام ديز شدقر شي قومة دوغلش شي قام ديش ناخ بوي ديزر من لغش قومة شناخن شاش سنة شايل إحبيس شبوش تناخر همش موجي تردات مجر دات تناخر شو تبرت خربات أشمل جو وين أخباخه نيخ نخباخه أش إهم شمل ديت شو علما شو بوخشل أخهم نشوي سار إهم نشمل ديت شو تسع برت خل أغو ياستخ إسخاء ديزر أش شايل بروكاتر شباخ شايل أحو باخ أما شو كدادو يشدك بقى تغن تون أويل يزروي ويت أحيان أويل يزروي ويبرت مو خير بو أش إهم نشدويش إشتخليتي يا برت شون تخوت يلا حاو شو برت بين شو أبيدني تيشخلش سوان سها شو ميش قاش غيرشتو Dela, velira oša. Dela oša, deres hil. Bodig di slaha. Es nachi sani. Hau adignig di joonig di chaqaiqna alchana. Тхун сала الشاش قاستي شو. قاستي чисто международный. Как говорится, международным царством, межрегиональная проблема. Хулцуна хай али еще шиат, хай альча шеки пора кастам бамалболине, хабяки варез бош, хай нишул. Сон особо сон нодо кудо хахин сам дит волвел вахуко вахира. Хазал Hokka her duşun, dozansa her duşun, malhalsa, istoritsa her duşun, tepnişsa her duşuna. Hadit volma velne ha, çu voli. Aja hadit qihum dat, haqi problem yaht, ve dukka problem шмаи, ve hunядин, хармадай, haduk ваг. Если у тебя проблема в здравоохранении, или филармонии, или, я не знаю, с едой, я понимаю, тебе не до этого. Но каким образом это сегодня ни медицина, ни другое, ничего остального у нас не будет, если мы не будем в первую очередь думать о своей родине, о своем народе. Остальные задачи, они никогда не являлись приоритетными или самыми важными. Но если ты сам не делаешь, а другие хотя бы делают и пытаются донести до людей
показать, что это нужно, это необходимо знать всем, чтобы завтра они своих детей воспитали. Я еще раз приведу пример. Абузар Айдамиров в 91 году на передаче Ахмад, он проводит разговор, ты видел эту дискуссию, я думаю, все видели в 90-х годах, где они рассказывают и говорят, вопрос, вы решить да дешун, арвай бешан, юбали дейр душун, хар душун, ваш душун. Они обсуждают в 90-х годах ту же самую проблему по границам. Никто на них внимания не обратил. Это наша интеллигенция. Никто этот вопрос до конца не довел. Прошло после этого 35 лет. А ВОЗ и ныне там, плюс еще мы потеряли. Некоторые наши люди, якобы называя, в кавычках назовем их наши братья, начинают под этим мнимым братством ванахизм думать, что мы должны быть терпилами. Мы должны терпеть все, что нам скажут. И Сюли скажут, и другие скажут. Царь из-за мнимого братства. Другие начинают садиться и рассказывать фантастические вещи, рассказывать, как великие масоны и московские чиновники занимаются стравливанием и так далее. У меня возникает вопрос. Вот у меня и вот этого Ахмада, да, который сейчас задал вопрос. Если вы говорите, что стравливанием, вот этим всем вопросом занимается Москва, или я должен работать на Москву вместе с этим Ахмадом, или те люди, которые с той стороны должны работать, но не те, не работают на Москву, и мы не работаем на Москву. Честно сказать, сейчас до этого вопроса даже как-то, знаете, абсолютно параллельно, если честно сказать. Вот они сделали вопрос, решили, все. Но остальные вопросы, которые мы внутри решаем, которые есть, они должны решаться, и их должны рассматривать мы сами, в первую очередь. И что они говорят и мне, и этому же Ахмаду, они говорят, сюг, по крайней мере, Элла Ахмадик, Элла Цасу. Ничего, Бахцар. Среди вас есть нормальные наши братья, Бахцар. Сюг Хадул, Кабел. Они ваши противники, они настоящие братья. Вот мы вместе с ними, сейчас сердца они айдал, ицхиц модельня, шукварт ваш дохарду Бахцар. Основание хую Бахас. Хинц, допустим, Бахас. На чем основывается эти кварт бака? Со динир арвел усо, я кестин те иец бошусо, я жаарен об ар бошусо, со хинц кварт баку основание. Аз бо худу. Вежрибуй, бо хорани шеше керта авиз, шеше история аму ези, авиз, хосия магер, цаунди авир ватсон. Ну вот шивош. Бяхма билаут, хала. Хажа, вот в этом-то и проблема, что они пользуются вот нашей наивностью тех наших людей, которые им говорят, не зная об этой ситуации, ни о землях, ни о вот этих книжках, которые они пишут, ни вообще о их политике, которую они в последнее время ведут, вот эти наши, не знаю, соседи, братья, кто как думает. Вот люди есть у нас, говорят, вот закройте на все глаза, на вот эту блевотную, извиняюсь, вы должны закрыть глаза, гумадат суудица, вайцашилдиз, вайцашду, вайцана дюлшдат, вайцальцашду бах. Вот здесь вот эта проблема горит, не мы ее подняли, не мы ее зажгли, я не знаю, как это сформулировать сейчас. Да. Не мы виноваты. На протяжении 8 лет эти люди, определенная категория этих людей, беспрерывно льет на нас грязь. И что касается башен, что касается военной истории, что касается наших героев, неужели вам это не видно? Нохчиматадж, киях ястяшу, хотя бы дагцани и ицалац, дагцани и датух, шайнак васти баля, ашунца олцерк, хажал нак васт, вайнак васти маду, вай гергал нах маду, ернах соуцунца бо, ашкар хакам чачан шдубах, харат хакама сброд юбах, яракара шух школ шкатя, преподавать, где жду я гум.
ديك سوم أودل ورسون سخايهم سبالة بات يرخوش ناخ مبوتخ حديج تويهم أشير دهون صدوق دهون صوت بو أشيناخ صوت يشا ويرتي хвостыш юила елтакам динч лилшо на каждом в каждом курятнике нас обсуждают. Заткните своих вертихвосток. Вот и все. Шу бальт битер, гулк мацагыл, духдах шу. Аш вай барт вай вайнах, дуй гергернах, дуй бахар гулк цагыл, кометти такамти нехшиекшду, так оман духшан гуш датцер, к сожалению. И это он бухаболи, шо патриот, гунядин, шо провокатор, шо фитна, и цадуа, что амин, фитна ждешь душу. Ху фитна, фики, ху фитна давал, гол, цунах. 70 тысяч сегментинги аравел, у твоего народа нет духа Бог, что ж. Ху фитан диес он, ходец, я башлам, я фитан долинер, башлам истории, шикам дич, аж сагу, шиком истории. Это, хотя ашут бэл бол швац, когда вы не трогаете. Но у вас вообще шут цанна эгор бэл бацтха. Шу аих, шу аша и аих шел, он наш дасоутёй. Ах шут вообще бэл хит бол шдастхо. Говорите о своей истории. Дал эту большу, дал тяй берки ёлшу. Чай истории, чай кам хум развивать die. Ох, тхай далуш что ходик душу. Но в процессе, когда вы формируетесь как народ, и говорите о своей истории, не надо нас закидывать грязью. Оставьте наш народ в покое, кайхам бушу. Не доводите до, вот, не знаю, до ненужного. Орди нашу даст, да хаш хаджа чедхам дич. Саутие ша, зудри саутие, шай, кришк ша зошел, гуолцунах, носители, макулатуры чеченских преподавателей Саутбе. Что цадауш мадаст, он гуш мадуаш не ложь. То эзершка душу не он гуштеш. Это что? Да, у вас есть люди, которые ашхаз камерштеш, войнах мадуй бош, да корт баберзина, купчи бош, лишь бол нах бут хонюхи. Хон ли лишь. Но цена тогда вам дать холод у нас. Оше трабу, уж муха баля. Цунда ела шайхум шусауци. Дейл возлор, хубашлами, ебашлам сан бол шнеха, шутца абел хикмабас. Дейл возлор бац. Наоборот, шун дик доя, шун нагвасти, шун хай, то шун нагвасти хикдар изначально. Ну шун цахай тагана хоуштар чунис. Шо любой шуком юкир, историку бог, шо сагу, истхон ли уольверш, герой веш, шукашу сагах. Да. Ах я делаю это вывод. Значит, тут хаг юконех. Какая мне разница, армянин, ингуш или грузин, если он не любит мой народ? Из-за того, что ингуш разговаривает на моем языке, я должен его называть братом, если он льет на мой народ грязь. Вот игуман ойлиш, духдахшу, и гергерлу, цахилич дерш, и берт бог, и наш шуду, каца асагуац. Да. А вот, знаешь, в чем еще? Никто из них не хочет бороться, они хотят все бороться с последствиями. Последствия станет он большой герою. Причины решите проблему, причины решите. Тот, кто начал это, тот, кто вообще завел этот разговор, решайте вопрос с ними. А че? Нет. Нет, решать вопрос. К моменту
Просто это бессмысленно и бесполезно с ними о чем-то говорить, призывать их к порядочности, к честности, к религии. Младшие братья хотят стать старшими, а по Сталину докая олушцу это болезнь роста у народа. Понимаешь, вот они появились на сцене, скажем, страны, и вот хотят нарисовать или показать, или создать свою какую-то историю, культуру. Но если своей нету, надо же ее откуда-то взять. Вот. Но то, что они говорят про нас, вот эти вот гадости, вот эти оскорбления, они же сами себя оскорбляют тем самым, потому что вокруг нашей живут народы, которые знают, кто есть кто. Кто есть кто. Шашаны, или как они нас оскорбляли, это самое. Чечаны. Чечаны, еще в советское, да. А в советское время они нохчелгаш инза олхар дуцар, но хал хадерхсон цар олш, чен ингушет йолошхана нахчелге. Когда другие народы, например, нас называют нахчер или нахчи или нахи или как-то вот так вот, понимаешь? Вот, поэтому Мехдуил элсер, дисер, эрендуэл хитсон, я это самое. И по поводу то, что ты говорил, по поводу образованности, по поводу, что надо учиться и развиваться. Конечно, правильно, есть такое выражение очень, я думаю, умное, что умный правит сильным. То есть и тергался деш, аж был нох чугуй, арлил деш да гунда, цунда нисан хрюк вайхер, отцул джимметтик, отцул йоххилил меттик кавказа, ди хасия дуктя, вай айн мадуй вай таганакол. Вахтал би исын маяс вай меттик, азнеерсан йох меттик шмахили вай. Мне директор востоковедения Российской академии наук об этом говорил, что до самого Ростова были чеченские территории, до самого Ростова. Вот. И поэтому это, вот этот вот вопрос. Но я знаю, что хотел сказать, Башлам. Возвращаясь вот к этим склепам, да, они же, ты говоришь, построены 2500 лет назад, да? Вот, да, с скифского периода, да. Да, солнечные могильники. То есть, получается, в горах боевых башен, получается, нету, потому что, 1500, пусть будет 2000 даже, да, условно говоря. То есть, в то время, значит, получается, необходимость уходить в горы и там обороняться и строить укрепления у нас не было. Это теоретическое предположение мое. Я знаю, что хотел к этому сказать, попросить тебя. Султан Сани, ты же султаном говорил вот на передаче, да? Археолог Мауи. Да. Султан Азамат, чей археолог? Это же официальная у него должность, работа, да? Он занимается. Да. Я знаешь, к чему? Просто это мое предположение, Башлам. Вот и Азбицин был Нехбас, вот эта дорога имама Шамиля. Может быть, скорее всего, эта дорога, название еще с тех времен осталось, потому что, скорее всего, они ее прокладывали или ремонтировали, или доводили до ума по старой наезженной дороге, по более древней дороге. Может быть, по этой дороге, это одна только дорога проходит, но она имеет разветвление туда, дальше Галанчожу. Вот снег, ваган, пхиял километр, я сишала бухар халвальшан, и меттик, и сурта дяхкан, если ему некогда, я сам попробую приехать это все сделать. И внимание обратить, может быть, это более древняя эта дорога, чем там 200 лет или 300 лет ей. Вот. Я так понял, по их заметкам, по их работе, они очень сильно загружены, если охотя кан хаята, да, это насмотреть, да, это хаусер дуа, так они походу, настолько сильно заняты, что им я понимаю, я хочу сказать другое.
И Аллах, и пусть Он обратит внимание наше, что есть вот эта вот дорога, а все остальное я сделаю сам тогда. Хорошо. Он дает руку, Хорошо. и Дальше он поступает, пускай как хочет. Башла, меня она оттуда идет эта дорога, скорее всего, вдоль этих дорог, наверное, и были поселения, которые можно будет откопать и в будущем. Выстрел зовут. хезисует. Хеза. Вот это после модерды, читал, без по структуре, по назначению. Вот эти всё. Где-то вообще в реальном уровне, где-то кто-то вообще Зовут. Мичаутиеш. Одно слово слышно, другое не слышно. Кроме тебя всех слышно. Айса Москва вот из-за хэшу. А Москва вот хэшват. А мичау вому не. хайрия منتخبا Валла билацасон. Айса Москва вот из-за хэшу. Оца хэш. грузку. Одно слово слышно, второе не слышно. Хука. Это что, юч легче? Ибраим, убара? Если трафик, да, я сохранится, я да, арку сектуса. Хейтерсо, YouTube юч мои. Просто-напросто вы пьязош варсу технический. Итяхар хаятсас. Я знал, что 100% я ходу и бузуртаном клинчики у вас хаятся. Я цегятер. Аде дукцов. Я сеска солса, голый уба. Просто-напросто. Синь халю хохо, хахарю клинчики. Это я его начал дальше сейчас штудировать, смотреть столько ерунды. Уарстваш нам охотца, ошей, уарствайца хели, и уарствай хели, охотца ючок, я хум я просто-напросто. Это ненавистью, я каждый второй до. Или осетинчан очуар, или уарствашан очупар. Уарствашар кечки это само да донцер. Не, воем в любом случае, ады иду харсон. Нет, задевается ряшин. Сеск соус полностью, голый убахо, шей лямничка, авельна убах, сеск соус. Сон яйца, голову яйца, жизни хрен, да? Здесь в основном все против осетин. Но в основе своей не без нас, конечно же. Но я так-то знал, что в любом случае вы задеться обидой. Не без этого, то смысла не было бы этой книги издавать, если бы это было бы не против нас. 600 страниц просматривать, это столько, да, чисто снежинку, что листы читать. И штук напечатать. Ну, смотри, нарты, предки народов Кавказа, вопрос. Жан Дюмизель сообщил, некая знакомая ему семья кабардинских эмигрантов утверждает, что происходит от Сосруко. У чеченцев то же самое. А ныне многие ингуши, так же, как и чеченцы, их потомки. Чах Ахриев знал старика, который мог в точности перечислить все 20 поколений, определяющих его до одного из своих сыновей, из славных предков Чаха Ахриева из чеченских сказаний.
короче, чах охренеть айучу. Дюмизелю, пошамел, учашу песен. Вот, единственная национальная версия кавказских нартиады наиболее ярко предоставлена в образах двух его главных героев. Соска Солса, Сосруко, Сослан, Села, Сата, Сатанай, Сатана. Оба эти мужских и женские образы, несколько изменений формы, сохраняют свои имена. Сатана Хулаба. А хатташ, да, мы говорим. Угу. То он хоть понимает, в каком году это слово Мальсагов ввел. То есть из-за того, что Мальсагов с Яковлевым ввели это слово в 1928 году, ингуши спасли 25-30 тысяч человек, это когда они спасли? Видео ему отправить с Руслана Аушева, который рассказывает, что с пригородного района все 70 тысяч беженцев были приняты чеченцами. Видео Йошу Алисцин. Видно же меня, да, сейчас в Ютубе, Ибраим? Вот, ну, с видео халатинер камеры, если вдруг гуш выпьешь, гайтит. Угу. Но в любом случае тогда ему нужно просто-напросто немножко заинтересоваться более серьезной историей, за что мы должны благодарить или кого должны благодарить. Как указывал Букваха Баштаевич Абдурахманов, за что должны благодарить? За то, что разбили на своих же землях палаточный лагерь, за то, что Красный Крест присылал гуманитарную помощь. А за что? За то, что десятки тысяч людей благодаря этим пайкам и всему остальному разбогатели. За что? Да, благодарны должны быть достойным братьям Аллаха, которые ни слова не сказали и разместили у себя. Да, Валюш, но я не видел, чтобы они прямо где-то говорили «Шашдиндол-дик». То есть царь Дейлду, а вот эти болтуны, они сами ничего ни черта не сделали. Еще тут можно посмотреть разных много сторон. И как есть плюсы, так есть и минусы. Все-таки это был не 90-е годы, когда, как он указывает. Изначально в 92-м году приняли братья-чеченцы. Все гостиницы в Грозном были забиты. Многие размещены были у своих родственников. Никаких проблем не было. С деньгами помогли. Студентов вывозил сам лично наш Салман Хасимиков, как он вытаскивал студенток оттуда ингушских. Есть достойное доказательство, видеоматериал. Есть как наши журналисты это освещали. Есть видео свидетельства, которые рассказывали, как ездили и на пост Чермени увидели добровольцев Уралах, которые поехали туда воевать. Я лично брал интервью у тех грозненцев, которые отвезли полные багажники, оружие отдавали назарановским, ингушским повстанцам, так называемым. Да много чего можно говорить. Но упреки и издевательства, которые, как вы называете, которые нужно якобы называть и говорить, это немножко смешно, поэтому не стоит вообще рассказывать нам вот эту байду, кому что нужно говорить, кому что нужно рассказывать. Вот такие вот сказки, когда вы пишете, расписываете здесь, благо хорошо, он называется «Кавказский нардский эпос». Так он называется. Ну, здесь посмотришь, даже бегло находишь столько неутомимо изучает народную словесность ингушей и чеченцев. Обязательно. Чеченцев и ингушей заменили слова
чеченцев поставили на второй ряд. То есть в этой книге сразу уже видно, как написана эта книга. Мохчи, в вторую очередь, да, закидывать яшву. Ингушей и чеченцев, известный археолог, кавказовед Семенов. Никогда в жизни ни в одной из книг не написано, сперва пишут чеченцев, ингушей, я замучу. Везде заменил это слово. Вот, Сойска Солса, насколько я знаю. Смотрите, как пишет, ингушская и чеченская народность, словесность. Ингушская с большой написал, чеченская народность маленькая написал, словесность и чиниеал. Господи. Главное, как пишет, литература Грозно, 1950 год. Короче. Да, если хотите немножко посмеяться, вы здесь можете посмеяться. Продолжить. Зовут Хадуаш Хахеш Хула Шоуник обязательно санат Аполи Доухай. Да, Ахбатан, я перепил 5 джип, чил, сейчас плюс 5 интернет, ты знаешь. Вот из тех слов, которые ты сказал, половину мы услышали, а половина нет. Не мешу, да. Да, половину услышали, половину нет. Вот он говорит, Орхуай Бах, Орхустойцы Юбах, Орхустойцы Шбубахиш, Орхуай Бах, Нарский эпосюк Абеш. То есть здесь он пытается убрать Орхуай автоматически. Короче. Чем бы дитя не тешилось, главное, чтобы не плакало. Здесь они все касаемо, в основном, как был рожден Сослан, тут они переходят на осетинские предания. Короче, нарты и монгольский вклад. Ладно. Чечуров вместе. Короче, вот так вот весело. Ибраим, хатар дуйте, YouTube. Мне здесь тоже. Все. Им велхитан шех. Хоч вала хафат. Из торчок керизам до халсвеги до чувен. Ваш Гентимиров не пускал, и мы пустили Бошвик. Изумяцу. Арчибальд умяцу, не человек. Чеченц. Давай болтать, Диашон. Написали «Горная Чечня», по-моему, сплошной исторический клондайк Бах. Это абсолютно согласен, это написали в Ютубе Язиду Хаттар. И будет еще сенсационное открытие, которое заставит многих переписать и пересмотреть многим псевдоисторикам. Тут я согласен с вами, конечно. Я думаю, что горная часть еще хорошо не изучена. Но я надеюсь, что просто-напросто мы с Ибраимом говорили об этом. Есть один из наших братьев, представитель нашего народа, который знает, где точно 2 могильника, как минимум, которые можно было бы раскопать и которые не разграблены. Но я довел до археологов этот разговор, который сказал, что ситуация важна. У нас сейчас начаты целый город, и уже пока просто очередь хочет чекбаться. Только у них так много всего раскопать нужно, что, как говорится, возможностей нету. Ну, да, я с ним встречусь, с Ибраимом и отца, и данным Шицанием. Я поговорю, пообщаюсь. Будем надеяться, что я сам не имею права заниматься этим, имеется в виду. Хотя мне писали, многие писали, что можно мы приедем в качестве помощников туда-сюда больше.
Это не от меня зависит, как говорится. Вот что записал Висковатов в 1865 году в русском вестнике Башлам Куарт. То есть здесь Башлам Куарт, когда я опубликовал, что есть такая гора Башлам Куарт, они писали, что нету такого названия. А сейчас Бузуртанов в своей книге написал в русском вестнике Башлам Куарт. Как видно по всему, есть средоточие туземной мифологии. У ингушей указано, что герои из Казани действуют по всему Кавказу, а живут Орхустой. Опять же, я замечу, они говорят Орхустой. В Санибе, Нарты в Дарьяле, Кинды на реке Асса, Орштвай на реке Фортанга. Предводитель архустойцев Сеска Солса привязан к каждой местности, где он что-либо делал, жил, сражался, спорил, дружил. Это Саниба, Цейлом и многие места Центрального Кавказа. То есть дальше Довчичуа полностью не перечисляет. Свои он перечислил все, остальные не перечислил. Нарты, Ачмаз и Несер дружили в Казани, их именем названы топонимы, находящиеся рядом. Похоронены они в курганах своего имени. Ачмаз и Курчани Ачимей Буарз в селении Экажева, Нелсер, курган Нестер Кварт в селении Мочка-Юрт и так далее. Короче, das ist fantastisch. Der Kinch Джеймс Кэмерон, да, я чудартиш, Башлам, хажа, и том Кейлер, Халхедж, да, в сторону Грузии, когда смотришь по Аргуну, там находится, видна самая высокая гора, то есть Масул Гунда Лемнашев, вершина. А синс да Олан, хинс хо от Кирт Баунаши, Хилма Хилла Хилисик. Холодер. От Кирт Баунаш и Леч дол Дука и Лама Бастуламбу. А когда ты поворачиваешься спиной в сторону Аргуна, видел, там гора есть, виднеется, и бои Башлам. Вот и том Чантышин, больше, и вот это и есть эта гора, которая называется Башлам. Почему она называется? Эхкан Лу Дули, Джим Лахти, Деши, Бошиш Болден. И цунден цитилани бахсон ослами. Чантешен хаун и бук и Башлам. Вот это и есть эта гора. Все вокруг это знают, что они там придумывают. Ну, ты знаешь, одно дело отрицать, а потом на своих книгах об этом писать, это уже, конечно, очень интересно. Но я здесь... хочу сказать, что это в народе, эта гора, она известна, она есть, и отрицать, что ее якобы нету, или она придумывана, или Казбек описывать это название. Ингушские герои Владва совершают подвиги в районе центрального прохода Кавказских гор. Ладно, это бог с ним, оставим. Вот как об этом приводят данные Гандаров. Галгайник, старое ингушское название дороги, которую Россия стала именовать военно-грузинской дорогой. Ну, это. То есть военно-грузинская дорога, говорит, называлась Галгайник. И это он в своей книге пишет. Великолепно просто. Это просто, конечно. Переводится как Долгайская, при этом Ингушская дорога называется. Да. Интересная книга. Дин Академии, наук Вахин, хотя царем Ахвардацари. Ну, здесь, в принципе, прямой цавой, но второстепенно чукующий лариби приума, да, тебя Сеска Солса Шею Баху и Дукуза так пытается
Не задеть, конечно, по крайней мере. Хагуш Кипр. Ну, Нет, Хазах, нету. Башлам, вот смотри, вот у Лермонтова есть, по-моему, она, я вот не помню, по-моему, Измаил Бей она называется, поэма у него есть. Вот там он описывает, там она большая, вот темны предания их, старик-чеченец, Хребтов Казбека, бедный уроженец, когда меня там в путь провожал, ну и так далее. То есть он называет чеченца, который уроженец этой местности. Казбек Ламбац, Казбек Дугдац, вот, вот это же зафиксировано. Там же не пишется, кто там осетин или ингуш, или кабардинец, или грузин, условно говоря. Он описывает, это старик-чеченец, Хребтов Казбека, бедный уроженец. Вот. Поэтому говорить, что им что-то там принадлежало или название было, ерунда это все, то, что они болтают. Ну, Адам Язынамду четко указывает, что, оказывается, военно-грузинская дорога названа Галгай-Некба. Что эта дорога называется военно-грузинская дорога. Но там же практически и не было до прихода империи, они же ее пробили. Там Галгай вообще не находится рядом, Галгай не имеет к нему никакого отношения. Земли Галгая в другом не было. Да. И там дороги не было. Там ее пробили уже царские войска, и они ее сделали, и появилась она тогда уже только получилась эта дорога. Бурут и Еланшолтях, когда они там второй раз установили Владикавказ, вот они пробили там дорогу вдоль, чтобы соединиться с Грузией. Это же зафиксировано факт. Какая дорога, что они говорят, что они несут. Ну, как говорится, здесь они и тут, как говорится, понесло, да, что не даем. Да, тут Остапа понесло. И тут Остапа понесло. Пытается, там есть места, где не указывались в Ерза чеченцев, чтобы не указать, написано чеченцев, ингушей, дочь, убрали чеченцев, ингушей, написал Вайнахов. Именно есть место. Там указывается конкретно чеченцев, ингушей, указан дочь, Вайнахов, алязин. Из-за Гандаров издал хорошую информативную республику и так далее. Есть же достоверный, вот, да, документальный, я вот не помню, что, в какой книге я это прочитал, что в 1892 году грузинские князья обратились, пожаловались императору российскому на чеченцев, которые проживали... Да, есть. Которые проживали до Душети, где-то километров 20-25 Тихачева, Тбилиси, Тихачева. Вся восточная часть от военно-грузинской дороги проживали чеченцы. Это зафиксировано. И они, когда армия пришла туда, и Ишбабеш, царь Томешбеш, они через хребет перешли к ЛРБ, и эти места отдали хевсурам. Сегодня хевсуры там живут. Вот, это же зафиксированный факт. Это же не придумано, это в энциклопедии все есть. Просто они сами себя на посмешище выставляют эти, я не знаю, чем они думают. Так, здесь есть моменты, вот честно, я не знаю, зачем они это здесь написали. В чеченском языке квартал Кукбах, в ингушском языке квартал Курбах, Курад, квартальный бах, Иса Кадзоев. Ингушское Пхей, поселение, Пхейда, староста села, Пхейдухи, нижняя часть села, Юккарле, середина села. В некоторых фольклорных записках нарские поселения обозначены городами Бах. В одном осетинском сказании нарское селение называется Наркалакау. Город, село Нартов. Обязательно принадлежностью нарского селения является
поле игр, поле дележа, место для общественного собрания, башни родов, холм, река, родник, гора, Симадон, место ход. Так, вот как описывают очевидцы средневековые индусские поселения. Долина переходила в широкую чащу, которая ограничивалась высокими тогда заснеженными горами. У их подножия, что за ерунда, даже читать стыдно, блин. Владикавказ состоит из одного сильного укрепления, одного ингушского квартала и двух осетинских. Странно, осетинч, вообще бац, бошму, бараш. Серженежертовское поселение 10-5 века до нашей эры имели поквартальное размещение жилых и хозяйственных сооружений Готоба, разделенных узкими вымощенными булыжниками улицами. Поселение укреплено рвом. Чем не город с кварталами, это нахские руинированное городище. До наших дней кварталы, в жизни которых и так далее, и так далее. Вообще хуюсь, есть мне из одной крайности в другую. Давай полностью изучите язык. Можно много сказок опровергнуть. Ну, честно сказать, уже Бузултанов, уже можно понять, что сказать, что это несерьезно. Но все равно, когда бы вышедать, если это собрал он, нарты каннибализм, нарты голод давал. Хоху количество хуютишь. 25-й, Назрань, 2025 год. Бузултанов. На, так, 2624 страницы. Издание Царицинзент Ватсон. Генезис. Короче, я сам себя благодарю за то, что я написал эту книгу в анимацию. Так, смотрим. Электронная верстка. Ага. Редактирование Кадзоев ХД. Научное издание. Он арам. Ну это. Сделан набор 24, подписана печать 2025, формат 60×90, бумага и так далее. Где-то 1000 экземпляров. Ну это. Термером, да? 1000 экземпляров он напечатал. Батюшки. Ногти ваш. И наверное, термером мадать ваша. Там просто азла. А содержание, знаешь, что такое эпос нартов? Отличие нарского эпоса и иных этнических систем. Как правильно обозначать эпос Кавказо-нарский или нартовский? Кто такие нарты? Кем были этнические нарты? Какими качествами обладали нарты? Внешний вид героев? Откуда пришли нарты? О рождении героя из камня? О закалении героя? Что означает слово нарт? Нарты – герой или народ? О родственных носителей эпоса? Разновидные нарты, носители в поступках нартов кавказские традиции, нарты предки народов Кавказа, о чем рассказывает эпос нартов, общий сюжет национальных версий эпоса, разные версии эпоса, о правдоподобии сюжета эпоса, параллели сюжетов нартского эпоса с иными эпосами, нарты и библейские мотивы, нарты и монгольский вклад, ареал действий нартских героев, форма подачи сказаний, формирование нартов, нарты и клятвы, цена победы и мораль поступка героев, нарты и дань. Нарты и дань, 170 страница. Короче, и вот содержание. Короче, Берша, цана деш, кеги бершен, сказки ешта, ахайошукшун. Термины цвета в нартском эпосе. Надо это полностью изучить. Надо посмеяться чуть-чуть. Как-то. Ну, здесь чисто галашин делал. Военца. Сколь зибе. Его штацер. И что? Ладно, выжи. Кахат тогда отца. Ой, Тонян, да я жду. Ибрахим. Хан. Я уже рующий, да. Алхиру я хаусарду, это сажим тяхойсна, если получится, да, аиривай хан. Что на масандере сохраните, Ибрахим, публиковать его, что масально
Резхи, массель бюстав декалю, кан офшах хиталуя, более интересный тематик хривая канда, سوق الخلقية طريقة نوقية الشندلق عندي دو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيستضيق الأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام نحكي وزيزي زود بين صورهم وسعد بين صورهم أنا بشنا صورتي بلاوش كي تلوه ده مقبع وسيبيتي لدول عبودنا يتميز الوي شمال المحتاج ويتبيوي يتسلسل بلا سوي نبيه نبوي قيد عطفيزا بريدي دي سينا حزنا ريكو وويدي مساجد احنا ريكو يحتزر بنور بضاؤه بيتها حزنا ريكو بيحافظكو يدلو هركيها دنيا مضور يشهد مسألة ويقول نواب صلبا نواب ويقرب يسحب هردور ويشتي دخلتها بكردور بكردور هذا الخديث ويسسل بصور يا زلمة